Всем привет! Мы продолжаем проходить жизнь после. Мне по заданию нужно найти какой-то громовой камень и отнести его девочке, которую мы спасли не так давно из плена. Точнее, не из плена, она пряталась после того, как ее бросили родные. Она пряталась в какой-то деревушке небольшой. Мы отвезли ее в лагерь. И теперь нужно, чтобы, для ее успокоения привезти ей какой-то камень, который она давно собирала со своим отцом. Камень этот находится у нас где-то вот здесь, но вообще не факт. В общем, я сюда доехал, у нас тут немножко пошустрил, и у нас тут вон товарищ даже умер стоя. Он теперь даже объектом не является. Я вот могу в него встать, и мы теперь как сиамские близнецы. Так, пошли камень этот искать. Почему бы нет? Мотоцикл я, в общем, здесь оставляю. Этот камень вроде как должен находиться примерно вот в этом доме. Но здесь, по-моему, какой-то лагерь упокоителей. Как-то все тут странно. Давай попробуем этот дом обойти. Хотя вот тут так можно залезть. Сейчас, секунду, я его обойду на всякий случай, чтобы у нас тут растяжек никаких не было. Еще какой-нибудь подставы неминуемой. Да, вроде все. Ну, давай залезем, посмотрим. Причем с этой стороны залезть нам будет никак. Только с этой. Этот чувак настораживает. Серьезно, он забыл упасть, он умер стоя. Печалька. Давай лом забираем. Давай походим по комнатам, посмотрим, что тут есть вообще интересного, поживиться. Найти громовое яйцо в здании туристического центра. Ну вот, громовое яйцо, это и есть тот самый камень искомый. Да, прошло 753 дня, все верно, держу в курсе. Привет, кстати. Так, бита мне явно не нужна. Что я взял? Тряпочку, да? А вот тот самый камень. Они, в принципе, красивые такие. У всех, конечно, разное понятие красоты. Все, мне поехать к указанной точке, да? Можно выходить, типа, отсюда. Если это дело пахнет жареным, по-любому сейчас кто-то нападет. Как иначе-то? Тихо. Да иди ты. Дурак несется. Зря патроны потратил только. Ладно, к указанной точке, да? Слушай, давай посмотрим, что у нас вообще вот это вот за поселение такое. Съездить так точки указанные мы, естественно, всегда успеем. Мало ли, может быть гнездо какое-нибудь, еще что-то. Вот это у нас что? Банк. По-моему, банки такие применяются для каких-то взрывчаток или еще что-то такое. Пока их явно не часто будут давать. Ёпа мать. Все, я понял. Я понял. Надо рвать когти. Подальше желательно. Пока меня не спалили вроде, но... Чуть было не было. Этот челик вообще. Он даже ко мне одной ногой не касается. Повис просто. Серый какой. Ну-ка, выражение лица. Ага, на статую похож. Ну все, короче говоря, поехали. Полюбовались дневными красотами и погнали отсюда. Пердолить нам примерно километр, так что, слава богу, что я... Ой, бля. Ну нахер. До свидания. Ну, они меня не догонят, пока я на полном ходу.
Я вот даже вот так, наверное, подсрежу немножко. Что-то тут народу много. Что такое случилось? Почему их так до хрена тут? Территория вроде знакомая. Да, я, кажется, тут ездил. Но в том участке не бывал еще. Мы потом туда поедем. Как раз вот где вот эти вот флаги упокоителей висят. Мы потом прям целый лагерь там будем как Рэмбо перерезать вообще. Желательно, конечно, по стелсу, потому что если они там все выбегут, то будет хана полнейшая. Что-то такое припоминаю. Если этот именно тот лагерь, может быть другой. Я помню, что мы пойдем девочку спасать. Вот какой-то вопрос регулярно горит. Блин, может быть съездить туда наверх, просто полюбопытствовать. Так-то бенза хватает. Лагерь упокоителей. Понятно. Вот гниды. Ясно. Они и суки заодно. А где он? Где этот лагерь? Я, кажется, вижу. Он внизу, по-моему. Вот они тут роятся. Стоять, Зорька. Так-то, ну лагерь небольшой. По идее, у нас что? У нас тут может быть бензин как минимум. И лагерь это... Угомонись! Не ори ты. Лагерь тоже надо будет зачистить, потому что я потом буду мимо проезжать, и мне, скорее всего, этот снайпер, который я вот сейчас его заметил, он может мне потом голову ебать из этой херни. Так что давай мы, наверное, перебдим этот момент. И лучше, говоря, зачистим этот лагерь. Может быть, они на фестиваль идут, я точно не знаю. Может быть, даже на какое-нибудь цирковое представление. Но один хрен, они чем-то были там возле этого озера заняты. Они там водопой, я не знаю, у них что ли. Но один хрен, это дело довольно-таки опасное. Мне сейчас с толпой тупо не справиться. Если больше десятки зомбарей, и мне хана фактически. Так. Будем пробовать по стелсу сначала. А там как получится просто. Надо зачистить лагерь. Жалкие воры и убийцы. Никто не должен уйти. Но это не совсем воры и убийцы, это просто психопаты-фанатики, по сути. Ладно, он, наверное, не скоро. Подожди. Вот все, его маршрут закончился. Давай-ка мы тут посидим. Желательно его дождаться, пока он вот сюда, на этот обрыв не подойдет. Начнем с него. Потом ближайший вот этот. Впереди который. Огромные фрики, да, я знаю, будут. Бегуны, вот не знаю. Я знаю, что там будет банши. Про огромных фриков помню. Мы первый раз его встретим возле разбитого вертолета. Кстати, привет, Электросталь. Вот, потом, короче говоря, банши будут появляться. Бешеные такие сучки, которые созывают всю толпу сюда. Завалил, падлу. Падла. Дело за остальными. Падла, тварь. Чик. Аккуратно себя ведем. Рассчитайся на падла, тварь. Винтовочка, да, у нее? Я не знаю, блин, что лучше, вот калаш тут или автомат, который я купил. Ну, я вчера, в принципе, смотрел, у калаша больше проникающая способность, но больше у меня патронов, допустим, влезает. Скорострельность чуть-чуть пошибче. Банши точно будут. Я перед тем, как установить эту игру на комп, я посмотрел, какие изменения после 4-й плойки понесла игра, как бы. Нихуя у нее там танцы. Заебись, ужала тусоваться вообще. Она рабухой. Так вот, посмотрел, какие изменения в игру привнесли, как бы, и захотел ее, мать его, заново пройти. И там показали банши. Она точно была в футажах у чувака.
Так что банши будут. Будут банши, будут здоровые фрики. Здесь кто-то есть. Все есть, все будет. Здесь потерянные! Пизда. Как кто меня запалил? Я присяду пока. Бинокля. Он там тоже у него дискотека вжала. И к нему второй чувак будет подходить. Регулярненько. Мы его, наверное, вот здесь, вот в этом проходе как раз поймаем. Надо повнимательнее посмотреть, как он вообще двигается. Потому что там 14 человек немножко в лагере. Они еще все сбегутся, тут можно еще и фриков призвать. Ну, вчера был прикольный попадос. Я просто подошел к лагерю, спровоцировал толпу фриков, и она всех перебила просто. Мне вот засчитали зачищенный лагерь. Да, очень ништяк. Можно, конечно, так шустрить, но не всегда получится. Я видел Ёпа мать. потерянного. Он один там ходит. Изначально планировали коп, режим. Вот это, кстати, по-моему, я не слышал. Но было бы интересно, согласись, прикинь, ну, просто толпой, там, не знаю, 2-3 человек. Походить вот так вот, лагеря позачищать, знаешь. Вдвоем против Орды. Потерянные. Вообще будет замечательно. Как минимум это будет интересная механика. Надо взглянуть. Куда? А они же точно, они же пыхают какой-то херней белой. Вот так вот. Подлые вы ублюдки. Любите Вот по идее, устраивать засады? по сравнению с моим автоматом, у него просто у калаша дальность и проникающая способность выше, но меньше у него магазин. Кстати, если я не ошибаюсь, по-моему, в калаш 30 патронов всегда входило, а не 25. Ну да ладно. Это доебочка чисто. Спокойствие, Джексон. Тряпка, стерилизатор. Кого мы можем снять еще поблизости? Он один возле сортира, один он там на верхушке стоит. Бенс вижу. Этот прям тудым-сюдым ходит, да, по-моему? Или их двое? Не точно. Причем лагерь вот туда, в ту сторону будет уходить. Не, это двое тут туда-сюда гуляет. Давай мы тогда с этого начнем. Жертва номер 4, 5 уже. Что это было? Да ничего. Я что-то видел. Что ты видел? Это потерянные. Пизда. Понеслось. Так, давай-ка мы, наверное, возле... Тебя не уйти. Стоять, Зорька. Ты куда бежишь, ты сволота? Ты куда бежишь-то, сучка? Подожди. Я ранен! В ухо ему, блядь. Подстрелил! Так. Повыше бы надо забраться. Что-то мне как-то вот положуха вот это не нравится. Заодно отхилимся. Сейчас они по-любому так или иначе ко мне все сбегутся. Либо просто потеряют меня. Ну, перестанут искать. Да, это упокоители. Прикольные фанатики, двинутые на всю башку. С ними даже поинтереснее, наверное, чем с намадами бодаться. Они мне чем-то напоминают челы, которые в безумном Максе там себе в рожу там заливали, лысые такие. С ними вообще, в принципе, вся линейка будет интересная. Ранение. Ну лезь уже! Там, где девку, помнишь, они там что-то какую-то захватят, пойдем ее спасать, там сам что-то этого, у Дикона тоже там, ему
руку прижгут, кстати. Рука так и заживать особо не будет. Будет потом шрам виден на руке. Блять. Я, наверное, потом все-таки как-нибудь снайперской винтовочкой обзаведусь. Тебе свободу. Пока пускай у меня арбалет будет. Я ж неприятность эту переживу. Просто на снайперку пока патронов особо нет. Я потом какую-нибудь хорошенькую куплю, чтобы разносить вот так вот весь лагерь. Потихонечку. Хотя можно и так попробовать. Прямо у этого снайпера. Я посмотрю, какого класса у него винтовка. Если она добротная, я тогда ее возьму, короче, и попробую просто вот с ней побегать. Патронов купить, короче говоря, вот это вот всех дел. Насколько она мне хорошо арбалет заменит, вот я о чем. Просто пока арбалет халявные пули. Ну, пули, болты. Пока как бы он висит за спиной, особо жрать не просит. Но снайперка бы чуть-чуть поошибче пригодилась. Что это? Что это? Что это? Что это? Так, ну меня вроде снайпер даже особо не палит. Эй, мистер, ты где? Ты чё, блядь, себя в сортире утопил? Ты А где он? найден. Я-то найден, а ты-то где? Покажись. Гюль читай, открой личико. Где он, блядь? За камнем, что ли? Дематериализовался просто, чувак. Ладно, мы тогда снайпера пока выебнем. Куда он делся-то? Ай, ничего. Здравствуйте. Вот снайперов убивать просто одно удовольствие. Так, у него класс винтовочки-то второй, да? Ну ладно, давай попробуем. Просто вот вместо арбалет. Арбалет, если что, я всегда могу надыбать у себя в этом Теперь шкафу. мое. Шкафу могу надыбать. Но почему? Вот когда ты залезаешь на верхушку, забираешь у них этот, как его, снайперскую винтовку, там всегда, мать его, один патрон. Что за хрень? Причем адекватную снайпу я потом еще вообще не скоро смогу купить. Там нужен лютый какой-то уровень доверия в лагере. Причем даже не у бабки, по-моему. Так, их трое, короче говоря, осталось, да? Есть. На жопе шерсть. Пойдем, короче говоря, наверх сейчас будем подниматься, чистить лагерь. Тут вроде все. Там-то вряд ли кто-то есть. Шли повыше. Причем у этих обезьян, у них всегда лагеря так раскиданы сильно. Хера его там прет. Ага. А чё они-то как будто агрессивные цели показаны? Один вон тут Вот он, танцует. вот он! Меня спалили. До свидания. Таков путь. Таков путь. Мандалорец херов. Ну давай. И вот еще два. Не, близко. Близко пистолет тупо не достает. Зарядить. Ты потерян. Ты не пройдешь. Прячешься и бегаешь, потому что ты боишься. Отринь свой страх.
Хорошо. Я уже отринул почти свой страх. Страха? Нет. В глаз, как белку. Это последний. Все. Всё, баста, Больше вы уже карапузики. никого не подкараулите. Баст, карапузики. Нет ли у них тут бункера? Вот. Наверняка ведь есть. Сейчас мы попробуем в этом бункере надыбать себе винтовочные 2 патрона пистолетные. Сейчас мы в этом бункере попробуем себе набрать Да, патронов. вот он. Бункер, хуюнкер. Подожди, прежде чем долезать, пока я не забыл отхилиться, починить бейсбольный свой инструмент, создать бинтов, перезарядка. Ну и все, да. Я вот теперь не помню, сколько у меня максимально патронов влезает в пистолет. Сейчас, кстати, пока я далеко не... А что тут так грязненько у вас? Пока я не забыл, надо посмотреть, короче, сколько у нас А вот это патронов мне вылезает. пригодится. И могу ли я Это с поменять монетками. этот какого? Да, хорошо. Могу ли я взять обратно арбалет? О, топор избитый. Ну, наконец-то. Да, неплохо. Наконец-то. Им она уже ни к чему. По идее, ингредиенты для этой палки будут валяться где-то рядом. Шкаф, похер. Где? Где лезвие? Мне нужна пилка от циркулярки. Вать Машу. Ладно, хрен с ним. Так. Дальность темп стрельбы. А, ну да, я же тогда 2 автомата купил. Пополнить боезапас. Пока это недорого и особо не ощутимо, да. Пополняем. Особое, да, я могу его с собой взять, если что. Пока мы, короче говоря, будем пробовать купить патроны на винтовку. Сейчас мы до города доберемся и там уже определимся с этим. Пока я хочу с винтовкой попробовать побегать, насколько это мне в ущерб будет относительно арбалета. А где я тут? Пилка-то. Бля. Надо где-то диск искать. Диск. Ну, короче говоря, этот как его. От циркулярки. Да и биту саму, кстати. Тоже бы неплохо было бы найти. Ее же надо делать из чего-то, правильно? Чик. Стерилизатор. Сейчас надо будет повнимательнее просто повнимательнее ходить на каких-нибудь заправках там и так далее. Обязательно там эти будут лезвия, биты и остальное. В лагере наверняка ничего нету такого. Хотя подожди, может быть... Нет, я только могу ремонтировать. Я не знаю, есть ли потом какая-то способность открывается, оружие прям на коленке делать. Ну, вот это вот, типа биту там взял, у тебя есть какая-то там, ну, набор металлолома, ты хлоп его на коленке, создал себе оружие, не обязательно там верстак какой-нибудь. Хотя подожди, тут и так верстака нету. Ой, все, короче. Потом. Как говорит, я подумаю об этом завтра. Так, ну что, лагерь зачищен. Бункер я открыл. Так что все, погнали к байку. Сейчас мы его дозаправим, просто чтобы она подешевле у меня была. Вот, не так дорого.
И все, поехали задание там сдавать. Чик. То, что надо. Готово. Что там по снайперке-то, как она вообще? Ну, не знаю. Посмотрим, короче. А я типа по-любому здесь должен был проезжать. Не, по-моему, маршрут у меня все равно изменился относительно того, что я тут стою. Через этот лагерь я должен был ехать позже. На катиком поедем. Че он бенз, да, расходует? Чик. И можно притопить. Чуть-чуть. Здравствуйте. Угу. Сбоку! Давай туда! Куда туда? Ну, туда не Найди надо. укрытие! Он один, что ли? Старина, тебя что, забыли? Черт! Патроны! Как его кромсать долго ножом, а? Может, он жирненький просто? Да, серьезно, он тут один был. И вот сегодня я узнал. Знал, что. Ну, давай что-нибудь посмотрим тут. Мачете не то. Это не то. Патронов я не расходовал, так что эту полицейскую тачку можно пока не взрывать, ничего страшного. Так, лом подбираем. Что еще надо? Да, в принципе-то все. Не знаю, можно просто вот из этого прикола ради подлечиться и что-нибудь поискать-то. О, баночку нашел. Целая банка в багажнике. Ну охренеть вообще. И тут у нас еще что-то может быть полезное лежит. Тряпонька. Берем. Тряпка вещь нужная в хозяйстве. А мы вообще что, к бабке в лагерь едем? Ну точно. Я думаю, может как-нибудь путь сократить немножко. Хотя. Тут уже и сокращать, в принципе, нечего. Здорово, Олег. Друг. Здорово, братан. Так. А что это у них вообще за этот, как его? А, это же наш лагерь. Я уже собрался тут это агриться на него, тут всех перерезать потихоньку. А это же наш. Ну точно. Кто-то у ворот. Это я всего лишь. Кстати, а предыдущих трупов тут убрали. Я же здесь, помнится, человека 3-4 завалил. Вот там вот я их где-то оставил. Или это они? Только слегонца потрепанные. Или вот это они. Да, тоже не факт вообще. Короче, здесь вот где-то человека 3-4 лежало. И до сих пор еще... Это уже новенькие лежат. Не, Валькирии не стал проходить. Да-да, пустите. Чтобы пройти Валькирии, нужно пройти остальные побочные задания. Короче, Как жизнь водища, пройти брат. побочные задания, чтобы пройти другие побочные задания. Один из байкеров. Мне что-то скучно стало. Вот, дай посчитать. Да. Пока все. Эй, перебей их, Дик.
Всех до одного. Феи продал. На кухне продавать особо нечего, да? Давай мы попробуем для винтовки патронов взять. Ты же Дикон, да? Да, Как дела, Зенни? Дикон. Возвращайся. Давай мы, короче говоря, патронов Всегда возьмем. рад тебя видеть. Надо вообще посмотреть, сколько у нас вмещает Ты винтовка. здесь. Привет, Алкай. Чего? А нахрена ты боеприпасы вернул? Что тебе Что-то нужно? Вот падла глумная, а? Чем еще могу помочь? Винтовочные Тебе еще патроны. что-нибудь нужно? Короче, я, в принципе, сейчас почти такую же снайперскую винтовку, короче говоря, взял. Тоже у нее второй класс. В магазине. Да, бля, в принципе, она такая же. Не вижу смысла просто сейчас на нее бабки тратить. Побегаем пока с этой. Надо убедиться, то, что она нужна мне действительно. Загляни, если что-то нужно будет. Ага. Ну, увидимся. Я, главное, им патронов сдал для автомата сотку. Еще и купил их. Короче, 40 баксов случайно на кнопку нажав просрал. Просто спасибо, блин. Кстати, кому камень-то отнести? Привет, надо? Дикон. Как жизнь лагерная? Всё Лагерная. По-моему, кстати, в игре какой-то фетиш на камне. Тут у нас сам Дикон ездит через всю карту с камнем общается. Потом девке надо камень... Ты что с тобой? Девке надо камень отнести. Никогда еще так больно не было. Ногу повредила. Тебе, может, таблеточку? У меня он есть с гвоздями, одна таблетка от головы. Это у них лазарет, короче, местный, да? Я его собаки драли. Так вот, девке сейчас надо какой-то камень отнести. Потом, наверное, еще какие-нибудь задания будут про камни. Лиза, Уходи. я тут принес. Красиво. Не знаю, она мне чем-то вот прям лицом напоминает Элли из Last of Us. Просто измени прическу, помой ее, она будет очень на нее похожа. Хотя Элли там тоже особо не чистая бегала. Не чисто. Не чиста на руку. Дальше. Можно мне с тобой? Мне Хотя нет, нужно в слабовато Мэрион она Форкс. похожа. Ну что-то есть. Слушай, я не могу. Слишком опасно. Все, мне пора. Нас тут рано поднимают на работу. Блять, это уже второй человек, который жалуется, то, что их поднимают на работу. Камон, тебя взяли в лагерь, тебя привели в лагерь, в котором надо работать на поле, в огороде, чтобы жрать. Хочешь жрать — работай. Нет, пошел нахер отсюда. Вот и все. По-моему, это, блин, я не знаю, вполне адекватные вещи. Это уже вторая телка. Одна сбежала, просто, я не знаю, ломанулась в лес. Куча фриков ее загнали на верхнюю, тут как его, наверх телевышки, она там еле живая, блядь, осталась. Все равно, я не хочу работать в лагере, я ухожу. Чё за дебилизм? Это тоже крысица, ее привезли в лагерь. Кровь есть, ну, типа, на нее точно никто не нападет, она в безопасности. Ей дают, как бы, еду, за которую надо, блядь, работать, окей. Все равно они ходят, выделываются все. Никто не хочет работать, что, все хотят на халяву жрать, вы что, охренели, что ли? Сюжетное задание, что, про полка сорняков? Мне опять надо съездить просто с кем-то поздороваться? Я думала, что умру. Ой. Страдальцы прям все.
просто сравнимо, как у нас рискует чел, который перемещается по зараженной местности, бок о бок, скажем так, с кучей фриков, с толпами, там, мордами, да неважно, просто их дохрена. Чем могу И помочь? как вот эта вот Зря. обезьяна просто своей жопой рискует, сидя на огороде в тепле, скажем так. Все, блядь, бедный, несчастный. Сорян, я напиздел тут немножко на них. Ну серьезно, Секунду, кто так Я делает? открою ворота. Хочешь жить, работай, по-моему, это основа жизни. Разве нет? Дик, слышишь? Ты девочке камень-то отвез? Угу. Да, у нее теперь впечатлений на весь день, если не год. Что-то я особо не заметил ее охрененные впечатления. Она просто, о, блядь, камень, заебись. Я, пожалуй, уйду отсюда. А то. Конец связи. Особо она не радовалась, короче говоря, вот о чем. Все? Это весь диалог? Окей. Немногословный мужчина нынче тут. Спокойствие. Ну, тут пока накатиком проедем. Так, а что нам? Куда надо пердолить-то? Тут пока побочек никаких. Угу. Ну, мы сейчас вот здесь вот заправимся. И потом ломанем вот сюда. Узнать от Сары, как собирает лаванду. Зачем нам лаванда? Там какие-то, по-моему, микстурки, да, делать, если я не ошибаюсь. Ну, типа усиление, там пилюльку глотнул, можешь там на 20 фриков больше убить. Типа замедление времени, там, проворность. Штуки полезные, но я ими не пользовался. Как бы и без этого всего хватает. Ну, типа, нахрена сидеть на стимуляторах, если и так все нормально получается. Просто надо маленько прокачаться. Вот так Бом. тебя! -1. Конечно, так байк ушатывается. Сент-Джон, Ну, разок-то это можно. Марк Коупленд, прием. Ага. У меня к тебе дело. Понял, Коупленд. Ладно, заеду как смогу. Конец связи. А мы сейчас сможем. Правильно? Зачем нам сюжетные пока миссии? Мы сейчас вот через заправочку дернем к Коупленду. Чик. А потом уже на сюжетку. Мне просто у Коупленда нужно тоже как бы доверие зарабатывать, чтобы байк надо качать. Я тогда просто по дороге меньше останавливаться буду, вот я и чё. Дело того стоит. А то тут остановись, здесь притормози. Миссии много времени занимают. Ну, точнее, перемещение. О, бля, несутся уже. Сколько вас? Подходи по одному. Как давно у меня автомат Калашников? Спокойной ночи. Ну да, сладких снов. А какого хрена у меня Калашников делает? Ладно. То, что надо. До шкафа доберусь, надо будет забрать свой автомат. Ну вот, порядок. Он по скорострельнее будет, вот я о чем. Правда, и патроны быстрее расходуются. Тоже верно. Все, никто не нападает. Я пока байк починю. Ну-ка. Пусть они там пока соображают. Чик, поехали. Кстати, надо глянуть, вдруг у Коупленда в в лагере можно будет автомат свой вернуть. Вдруг у них там шкаф есть.
Бля, я бы немножко раздвинул, конечно, эти машины, но жалко никак. Подобные тоннели хотелось бы побыстрее пролетать. Просто, чтобы поменьше времени терять на них. А тут вот аккуратно приходится лавировать. Стой. Чуть-чуть ломика возьмем. Кстати, здесь же может быть диск этот, как вот циркулярки. Правильно, да? Ну, поищем. Вдруг есть. Ну, хочу что-нибудь посерьезнее себе, чем бита с гвоздями. Бля. Что-то пока нету. Внутри, наверное, бесполезняк искать. Единственное, по-моему, может где-то штука быть, это вот где-то вот тут. Пусто. Пусто. Очень жаль. Как вариант, можно было бы эту штуку поискать вот там, в тоннеле. Ладно. Что-то из головы просто вылетело. Кстати, возле этого. Там, где я заправлялся. Там по-любому диск этот должен быть. В винтовке максимально 5 патронов, кстати, вмещается. Не густо. Болтов у меня с собой 13 штук было. Смотри, там кто-то есть. Свои, ёп. Порядок. Открывай. Так, где у них оружейник? Не думал, Угу. что ты так зачастишь сюда. Ладно, ты Просто манди. смотрю. Неплохо. Шкаф. Вот. Тут основное. Вот это мы берем. Вместо калаша. Хорошо. Всё. Норм. А калаш просто бросается. Окей. Будет что-то нужно, я Как здесь. дела, Дик? Мэнни, как поживаешь? Что-то и Как заправка, и ремонт нужен мне. Прикинь, водище без топлива Когда остаться. все это кончается? Да, везде Будет второй чё левел нужно, нужен, скажи. доверие. Ладно, сейчас какие-нибудь задания повыполняем. Пока. Что Где тебе нужно? Копланд сам? Привет. Вот он. Иди-ка сюда. Мистер. Дик, слушай, Да. у меня есть кое-что интересное для тебя. А это вряд ли, Коуп. Я занят. Тебе не интересен лагерь упокоителей? Прямо здесь, в Каскадах. Упокоители здесь? Где? Я знал, что ты Будет прикольно, если это тот самый лагерь. Он меня сейчас просит зачистить, который я уже зачистил. заинтересуешься. Слышал, вы с Бухарем на них неудачно нарвались. Ага. Кстати, а чего Бухаря-то не видать? Где, Коуп? У Separation Meadow. Первый их флэг засекла. Ты ведь ее знаешь, да? Была на вылазке и увидела их лагерь. Не волнуйся. Я ими займусь. Понял, принял. А где тот самый лагерь? Ну, не знаю. Блин, нет, по-моему, это не тот лагерь. Ладно, поехали, почистим. Привет. Как дела? Сама привет.
Привет. Как говорится, привет, привет, и в рот привет, и в жопу 2 привета. Выглядишь ты не очень. А какой я только что лагерь зачищал тогда? Чик. И сюда. Предпочитаю тут по дорогам ездить, потому что можно слететь с байка. Бля, ну и дороги, а. Прям как в России. Там наверх надо. Ой, сейчас гонял. Вау. Бухарь, Сколько? ты не спишь? 250 метров осталось. Бухарь. Не сплю, но я сейчас туго соображаю. В общем, я поехал к Separation Meadow. Коуп сказал, тут лагерь упокоителей. Что? Так далеко на севере? Да, слушай, что с ними такое творится? Элкай сказал, они нас ищут. За нас назначена награда. Какого черта? Как такое возможно? В смысле, я, конечно, их много перебил, но всегда за дело, когда они сами лезли. Насколько я помню. Ну вот и я так подумал. Упокоители. Конец связи. Тихо, спокойствие. Аккуратненько дергаем отсюда. Не привлекая лишнего внимания. Не, слушай, я другой лагерь зачищал. Вражеские лагеря в окрестностях Фарвелла. Или Фарвелла. Не, Фервелла, не суть. Можно наткнуться на лагеря, где засели враги, мародеры, упокоители, анархисты. Все они воры и убийцы, охотящиеся на слабых и беззащитных. Ликвидируйте их, вы значительно облегчите жизнь обитателям близлежащих поселений. Но, по-моему, ты в первую очередь себе жизнь немножко упростишь. А это уже лагерь, что ли? Да. Покойтесь с миром. До свидания. Когда ты сам-то успокоишься, придурок. Лагерь им, точнее, этот радио им попортил. Эх, ща бы как Бэтмен, да, сверху на них сигануть. А что это за лагерь-то вообще такой у них странный? Потерянные! Ой, блядь. Потерянные идут! Мужик, ты чё? За ним! За ним! Возвращаюсь! Упокоители, вот они. Ну давай, Сраные упокоители. упокоители. Кучка психопатов. Что вы тут забыли, а? До свидания. Ну-ка, получится? Вы обидели моего брата, До вы в свидания. курсе? Теперь я обижу вас! Да ёпа мать. Дерганый какой. 3 человека осталось. Камон. Ах ты грёбаный упокоитель! Вот тебе твой путь! Да они уже не слышат там ни хрена. Можно не орать. Три человека внизу, по-любому. Сраный упокоитель! Может, ныкается где? Зашухерились. Чтоб не шухариться, мы решили скрыться. Хочешь покоя, да? Ща будет! Вот что ты орешь? Бегает, что-то орет, нервничает. Подходишь и вырезаешь их. Блядский капкан. Сука, утырки. Что вы тут делаете, а? Меня ищете? Ну вот он. А почему победить подкрепление? Замечательно вообще. И растяжечка. Короче, если бы я не влетел на растяжку, то меня бы поймал капкан.
Странные ублюдки. Почему я не видел капкана вообще? Что притих? Хотя как его тоже заметишь? Вперед! До свидания. Давайте все сюда, короче, уже побыстрее закончить. Кто тут у него, да, лысина торчит? Не. Ложись! Вот тебе! А, чуть-чуть повыше. Нихера там кто-то уже гранатами швыряет. Потерянный. Скажите ему путь! Сами вы потерянные. Идет к тебе. Так потерянный я или идет ко мне? Или мы все потеряны? Возвращаемся. По-моему, он немножко потерял свои мозги. До свидания. Я хочу, наверное, попробовать немножко этот, как его. Блин, ну они все равно ко мне все бегут. Хочу попробовать винтовку. Я ему что, рикошетом в фонарь стреляю? Сколько? 2 человека осталось. Ну-ка, давай попробуем винтовочку использовать. Ку-ку. Ку-ку, мой мальчик. А здесь и нет никого. Давай с другого ракурса подойдем. Вон он бегает. Дружище. Да не дергайся-то. Вот так вот. Неплохо. Отступаем. Возвращаю. Куда отступаем? Прикрытие. Ты заканчивай отступать. Я ранена, ранена. Это женщина. Ты раз. Окей. Все, наконец-то второй, да, уровень доверия Копланда. Сейчас как качаем байк. Коуп, все готово. Местные упокоители больше никому не помешают. Угу. О, Сент-Джон, это хорошая новость. Я тут как-то говорил с Мэнни и с другими. Знаю, ты много сделал для лагеря. Я просто хотел сказать спасибо. Конец связи. Так-то старина Копланд чел неплохой. Единственное, что душит по радио немножко. Так вроде ничего. Дикон Сент-Джон, это Вот. Марк Копланд. Опять началось. Я просто хотел извиниться за тот случай с байком. После всего, что ты сделал для лагеря... В общем, я понял, что ошибался на твой счет. Короче, Я понял, я извини. страдал. Ну, как обычно. Вот, блядь. Есть идея получше. Вот как бы я второй этот капкан бы заметил? Никак. Только попался бы на него. Сент-Джон, это Коупленд. Начинается. У Мэнни есть запчасть для твоего байка. Да у меня не хватит кредитов. Как наберешь, зайди к нему. Он сделает. Конец связи. Так вот тут и забава, то что у тебя деньги раздельные. Ты их можешь, короче говоря, получить только выполняя задания в этом лагере. Вот, допустим, у бабки Дик, слышишь? Да задолбал Нашел лагерь упокоителей. Да, Нет, Бухарь, не нашел. нашел. Думаешь, они здесь нас искали? Не знаю, Бухарь. Некогда было спросить, они мне пытались глаза выколоть. Прости, брат. Надо было ехать с тобой. так поехал бы, что ты. Да, ничего. Отбой. Так вот, забава-то в том, то, что ты у бабки, допустим, в лагере, у тебя там, сколько я, 12, что ли, у меня, или 13 тысяч. А у Копланда всего 1,5. Я же не виноват, то, что там мне меньше заданий дают. Ну, не часто. Как-то так. Сейчас вот я просто забегу и почти на всю сумму байк вкачаю. Жалко, нельзя, знаешь, как-нибудь немножко бабки переносить. Он говорит, заработаешь, заходи там и прокачаем мы тебя. Но как я заработаю? Только на ушах, если. У меня больше особо вариантов нет.
Так, надо помнить про лезвие. Ну, от циркулярки, короче, диск. А биту мы потом возьмем. Так, ну и все, да, в принципе, тут делать-то больше нечего особо. У них же тут ни бункеров, ничего нету. Центр только посмотреть, что тут можно взять. Да и все, короче. Да. Все, потыркали к байку. По-моему, у меня нет... О. Ля какой. А что ты тут делаешь? Они его в заложники взяли. Прикалываться, короче, решили. Юмористы. Так не доставайся же ты никому. Хреново, что уши фриков еще дешевые. Как ни крути, тебе их надо очень много собрать. Ну, либо как минимум толпу развалить. Орду. Орду развалишь, тогда можно что-то поднабрать, так сказать. Так, все, мне назад, да? А точно мне Коупленду? Нет. А я вот хочу Коупленду. Только давай замутим быстрый переход. Я так не делал еще. Я немного бенза потеряю. Это будет стоить бабла, кстати. Угу. Вот это как работает. Откройте ворота. Ты столько делаешь для лагеря. Коуп велел Угу. найти для тебя запчасти и все такое. Привет, Сначала Мэнни. припас. Класс. Больше ничего? Неплохо. 2000 вот у меня все. Было, по-моему, 1600. Ну ладно, не суть. Ладно, Оружие у меня Ещё точно что-то нельзя конкретное? купить? Да, пока нельзя. только посмотреть. А может быть и нету тут вообще оружия. Спасибо, Дикон. Ладно, давай Ти, посмотрим, как дела, дружище? что мы можем сделать. Эй, Мэнни. Заправка, Тебя заправить? ремонт. Просто супер, да? Вообще замечательно. Движок. Пока это максимально, что лагерь может предложить. Кофры. Угу. Мы еще сюда можем немножко этот, как его, патронов складывать. Бензобак, ну наконец-то. О, это клевая штука. Вообще охрененно. Бензобак. Понятно. Окей. Сейчас завернем. Вот так вот. Короче, разницы между ними никакой, я просто бабки всучу. Ну ладно. Восемь соток. Ну-ка, мы Будет попробуем. что-то нужно, скажи. Я жил Не, я еще кое-что Рад поищу. видеть Дик. Давай, увидим. Эй, Дэймон, как жизнь? Сидел дома Сейчас попробуем что-нибудь продать. с температурой. Пытался позвонить Пока что все. Да, не густо. а Так. потом над нами А пролетел ухи? вертолет. Ты вернулся. Рада Да, видеть. тоже такое себе. Джейзи, ну, как тут мой любимый партнер? Поживает? Что они организуют карантин, но думаю, Дик, что он только в Скоро увидимся, да? Ну ладно, да, мне Дикон все равно Сен-Джон потом. Да все, разговор. заткнитесь. Ну,
Как жизнь, А Дэймон? что ты мне байк не заправил? Уже начали бунтовать. А, ну да, я же другой купил. Эй, Дик, как твои дела? Другой баг взял, Лагерная жизнь, да, Мэнни? поэтому Водищу он топливо хрен найдешь. до конца не заполнил. Ну, по-моему, потом еще мы скоро? можем в других лагерях еще байк прокачать немножко. Так. Ну, наверх. Ужас-то какой. Уже немножечко поменьше можно будет заправляться. Ну, типа, уже я спокойно могу, не парясь, доехать с одной точки до другой. Тоже хорошо. Олень на дороге! 2 года назад от тебя бы мокрое место осталось. А сейчас что изменилось? Они сейчас так же дикие бегают. Блин, мне бы сейчас патроны, кстати, бесплатно бы обошлись. Ладно. Кто ж знал-то? Надо хоть запомнить, где у нас лагерь. Ага, окей. Мне отсюда ничего не надо. Кстати, есть бита. А случайно диска нету? Печалька. Здоров, старина. Циркулярками, дисками не богат? Часа. Как хочешь. Эй, ты не отвечаешь по рации. Да? Не знаю. Эй, стой, Все стой! нормально, нормально. Он Просто в бреду весь. пытаюсь, короче, просохнуть. Глаза краснюшие. Башка раскалывается. У тебя жар. Нет-нет, я просто устал. Короче, жди здесь, лежи, что-нибудь придумай. Да не нужна мне нянька, расслабься. Черт. Давай, давай, соображай, думай. Флэшбэк. Иди сюда, покажу тебе, что ты ищешь. Я уже нашел. А, он вспоминает... Кстати, отличный ракурс, как по мне. Он вспоминает, чем Бухаря вылечить. А дамочка у него с этого ракурса очень симпатичная. Ну все, хватит, соберись. Я весь собран. Так, вот это называется лавандула ангустифолия. Лаванда? Ну, я еще плачу студенческий кредит, так что мне ближе латынь. А так Ну, лаванда. правильно, зря что ли бабло платила. Так, дай-ка мне руки. Значит, одной рукой берешься за цветок, Ясно. а другой рукой за стебель. Ага. Да, вот так. А потом медленно тянешь. Ну, я умею грядки полоть. Извини, но это тебе не сорняк. Тут надо лаской. Но тянуть-то можно. Да, но очень нежно. Ты готов? Ага. Давай. Вот так, отлично. Резать ножом, что не вариант, Чё-то обязательно воняет выдергивать. твоя лаванда. Так, ладно, ты подержи, а я еще соберу. Сейчас задание нужно будет лаванды насобирать. Так, почему лаванда? У нас лаборатория на ушах стоит. Ребята вроде как нашли подвид с мутировавшими монотерпеноидами. Они производят измененный линолеол, который... Воу-воу-воу, дамочка, полегче. Информативно. Спасибо, Эйнштейн. Извини. В ней есть вещество,
из которого можно синтезировать Чисто как деревенщина забросала этими терминами своими лекарства для ожоговых ботаническими. Там, откуда я родом, лечится только одной травой, которую надо курить. Бухарь знает одного парня, у него тут рядышком своя ферма. О, прекрасно. Ферма Бухари упекут надежность. за решетку и тебя с ним заодно. А что вы еще делаете? Небось, всякое там химическое оружие? Нет, нет, нет. Ну, по крайней мере, не я. Да? В контракте прописано. Мои разработки не могут быть использованы в военных целях. Это у нас намек, то, что ее фирма а-ля как Umbrella практически смогла сделать что-то вроде оружия массового поражения. И получились немножко Смотри, тут зомби. еще есть. Нет, стой! Да Но ладно, пока об вода этом же точно не теплая. говорится. Да стой ты! Что такое? Да нет, я не про кофточку. Ну, в чем дело-то? Долгая история. Ну, ничего. Можем погулять. Я люблю гулять. Теперь я буду лаванду собирать. Ну, расскажи мне про свои растения. Серьезно? Ну ладно. Например, вот это адвентивный вид. Ты ждешь вопроса. Не свойственный данной местности. За это скажи спасибо Огдену. Кому? О, черт, я спросил. Питер Скен Огден, первый исследователь этой части Орегона. Он и другие первооткрыватели всегда брали с собой в походы лекарственные травы. Некоторые они обронили, и теперь они растут здесь, в основном на берегах маленьких озер и прудов. Первый. Я, кстати, не очень припомню, чтобы у нас лаванда в лекарственных целях применялась. Как, возможно, арома, ну, какой-нибудь, масла и так далее. Еще как куда ни шло. Но, по-моему, лаванда у нас в лекарственных целях не применяется, если я не ошибаюсь. Может быть, Белый конечно. исследователь. Ого, надо же! Да ты борец за политкорректность. А ты напрасно ведешься на стереотипы о байкерах. Мы вообще душевные ребята. Ага. У нас в клубе есть несколько черных братьев. Ты знаешь, я здесь Я не ошибаюсь, или они лаванду на дороге ищут? вообще цветных не видела с тех самых пор, как приехала в ваше райское захолустье. Ну, в смысле, на асфальт. Джек специально пригласил пару Короче, ты ребят из понял. Сакрамента, просто чтобы постебаться над скинами. Да ладно. Шучу я. Джим мой старый приятель, я сам его принял в клуб. Мы с ним вместе служили. Загляни как-нибудь к нам в Клабхаус, я вас познакомлю. Он тебе понравится. С юмором чувак и делает убойную Маргариту. Мне в понедельник уже с утра надо быть в лаборатории. В 10 ровно мы уже будем в твоей постели. О, ну как тут можно отказать? Ну да. Знакомое место, Попробуй кстати. сам пособирать. Наконец. Ты хочешь, чтобы я нарвал тебе лаванды? Ага. Принеси мне 3 штуки и смотри, не раздави. О, не, я точно раздавлю. Ну, хватит. Одна есть. Поздравляю. Я еще собирал лаванду, когда Это это она? было Да? мейнстримом. Молодец. Последняя. Ага, неси сюда. В руках ее держал, что ли, для приличия. Оу, Для тебя. боже мой, не перевелись еще рыцари в Ферволе. Ну, а чего рыцарей зря переводить? Эй, ну вот, помял. Ну что, мы хоть потом-то это скурим? Нет, мы потом это выпьем. Я делаю убойный травяной чай. Забористый? Так, короче, заходи ко мне в гости, я тебя угощу, если подбросишь до дома. Идет. Тебе Договорились. точно понравится. Вот только пивка мне прихватим по дороге. Чай, она говорит, делает забористый. Так. Ну да, логично, надо найти лаванду. Чтобы ее найти, надо двигать к воде. В лесу она, по-моему, вообще не растет. Только возле каких-нибудь водоемов. Где мой бой? А, я просто не там спустился. Что у нас по заправке? 83, 98.
Да, в принципе, нормально. Знать бы, где речку искать точно. Дальше по карте посмотрим. Чё? Туго соображаю. Ты что-то сказал? Мне Сара тут кое-что показала пару лет назад, до того как... В общем, в этих местах растет цветок один, лаванда называется. Он бывает в тени, на берегах рек, озер, у воды, короче. Попробуй найти. Я сейчас на что угодно соглашусь. Но нахер лаванду. Достань лучше что-нибудь покурить. Короче, Лаванду я и раздобуду покурите, эту чё? хрень, приготовлю из нее мазь, и ты заткнешься, понял меня? Вот где? Тут? Ага. Кстати. Ну-ка мы сейчас вот тут вот отметочку сделаем. Поставить метку. Ладно. Ну, Извини, нормуль. я просто потихоньку с ума схожу. Хотя подожди. Она уже и так отмечена. Все, мы тогда отменяем эту метку. Не волнуйся, Бухарь. Можно ближе ее Мы найти, поедем но на север, я тебе клянусь. Уже скоро. там, где они ее показывают, она будет точно. Отбой. Плюс там наверняка еще какой-нибудь замес, типа кто-нибудь нападет на меня. Ну, в общем, туда обязательно, походу, надо ехать. Наверняка я бы лаванду нашел немножко в другой степи. Ну ладно. Раз хотят, так и сделаем. Накатим. Не будем бензин расходовать. Тут случайно. Ну тут, короче, у нас орда пасется. Стратегия борьбы с ордой. Не стоит связываться с крупными ордами без подготовки. Лучше заранее накопите ресурсы и обзаведитесь подходящим оружием. Прежде чем нападать на такую орду, изучите район ее обитания и обдумайте пути обхода. О да, детка. Понятно, надо валить отсюда. Я просто думал к Неру сунуться. Ну да ладно. Вроде никто не бежит. Наверное, конечно, далековато байк оставил. Но там я четко слышал толпу, прямо вот их там много, как... Когда туда подходишь, они как муравейники начинают в ухо тебе копошиться. Вообще по заданию лаванда вот. Лаванда тут растет. Мне как бы туда не обязательно идти. Да, вон толпа, короче, туда нихер вообще идти. Поэтому аккуратненько, потихонечку. Толпа все равно как бы мигрирует. Когда-нибудь я либо ее тут зачищу, либо по-любому мы ее где-нибудь потом завалим. Сейчас пока просто как эти, как девочка с бантиками, собираем цветочки на полянке. Ни во что не встреваем. Чё орешь? Спокойствие. Не, с ней драться придется. Ничего страшного. Но вот пока там толпа... Пока там толпа крутится, вообще там нихер делать. И они прям, я смотрю, вот в вагоне тусят все. Даже посмотреть не дадут. Там, чтобы к Неру этим попасть, надо довольно-таки много времени там провести. Нет, толпа все равно внутри.
Оба вагона забиты. Кстати, она большая. Поначалу она кажется не такой здоровой. Но они, кажется, уходят. Да отвали-то. Куда они уходят? Куда-то идут, может, на водопой. Попробуем, давай, да? По-тихому туда пробраться. Дает. Чик. На другую сторону надо пердолить. Не, давай, наверное, мы сначала здесь все посрезаем. Такое ощущение, как будто ты бомбу разминируешь. И как мне туда попасть? Вот именно. Так не откроешь. Да, логично. Да, они на пастбище ломанули. Короче, давай мы что попробуем. Мы сначала вот здесь точно срежем. Громкоговоритель. Ну, а он уже срезан. Я понял. Чё, генератор где-то поискать, наверное, да, надо? Ну, как-то вот, блин, приступочку такую, чтобы сюда забраться наверх. Бля, тут подниматься негде. Что за хрень, что делать? Типа игра предполагает то, что я должен обязательно эту толпу зачистить, потом ты только туда попадешь. Сюда он не залезает. Может быть, машину подтолкать как-то? Да нет. С поезда туда попасть. Я, конечно, не волшебник, но я попробую. Так я попаду на крышу? Ага. Вот. Машину просто подтолкнуть. С этого не допрыгнешь просто. Слушай, генератор там внутри, я смотрю. Как он усирается, а? Так. Бензин берем. Он по-любому пригодится. Для генератора. Вот из этих больших бутылок мы будем делать взрывчатое вещество, которое поможет толпу разматывать как следует. Бросаем. Ну ладно, пускай пока тут лежит. Мне нужно по-быстренькому срезать все. Потому что толпа-то потом назад домой пойдет, как напьется. Блять, они уже возвращаются. Я попробую тут переночевать, короче. Попадос. Все, я падаю. То, что надо. Реально, как минер. Порядок. Надеюсь, они не услышат генератор. А то они ломанутся. Сразу же. Давай, запускаем.
Так. Ого. Громкоговоритель нигде не сработал. Уже Да, хорошо. наконец-то. Так, ну теперь посмотрим. Давай дверь закроем. Это мне нужно. Хрен знает, что я. Жизни, наверное, качну сейчас. Еще один регистратор. Что-то я не хочу это слушать. проблем, боец. Давай поконкретнее. Тут еще один поезд на Да, инъектор Нео. людей отсюда. Рабочий со штабом. Мы больше не можем никого принять. Я сказал им, нам нужно еще 10 экскаваторов. Иначе придется сворачиваться. Вы не понимаете! Все я понимаю. Эти козлы в Портленде просто не хотят слушать. Я говорю им, лагерь забит. Тут пробка до самого Фервелла. Отсюда и до чему-то все койки заняты людьми, у которых кровь идет из глаз. Нет ответа! Что ты такое несешь? Так, в безопасных местах, например, в бункере или убежище, можно поспать на кровати, переждав таким образом несколько часов. Некоторые испытания, например, зачистку зараженных зон, можно проходить по-разному, в зависимости от времени суток. Находясь рядом с кроватью, можете сохранить игру. Прилягу Никто не отвечает! Мне нужно, чтобы толпа с этой территории ушла обратно. Тогда и прошмыгнуть у меня получится. В ближайшее время поездов можно не ждать. Когда я проснулся, днем или ночью? Это разные вещи так-то. Ладно, байк у меня в той стороне. Топим. Вся толпа согрелась. Плохо, что я его далеко оставил. Не, нормально, вроде повезло мне убежать. Ну так, мелочи бегут какие-то за мной. Ну и ладно. Просто чуть-чуть подальше сейчас отъеду. Ну, пойдет. Короче, лабораторию Неро открыл. Не спалился перед толпой. Так что, вроде нормально. Получилось. Что за вопрос тут горел? Кто такие? Убийцы и воры, все до одного. Сколько вы за сегодня уже прикончили? Это люди! Люди, конечно. Помоги! Эй, помоги! Помоги мне! Ну как же без волков-то? Это все? А, кстати, вертик летает еще наверху. Это подозрительный. Чего-нибудь достоит. Ну да. Я бы у нее бенза сцедил немножко. Ну ладно. А что, как мне ему помочь? Вот. Сейчас я тебя вытащу. Тебе здесь не выжить. Я знаю лагерь, там безопасно. Добби теперь свободен. Где он? Покажи. Я пойду. Пойду. Мы Коупленду его отправим. Peaceful Lake. Марк Коупленд. Там безопасно. О, черт. Я думал, мне конец. У Коупленда просто меньше заданий, поэтому Огромное тебе спасибо. не Скажи благодари. им, Дикон Сент-Джон. Просто держись подальше от дорог.
Так, возвращаемся к другу. Лечить его будем. Просто рация и все, да. Кстати, сейчас вот до лагеря доеду, посмотрим, сколько у меня расход бензина был. Ну, плюс-минус мне пришлось проехать по 500 километров. То есть километр в общей сложности. Где-то с горки, конечно. Я думаю, сейчас километр дороги у меня занимает примерно 50% бака. То есть фактически я сейчас уже могу на полном баке проезжать от одного участка карты до другого. Ну, в смысле, от одной конца до другого. Так что вполне нормально. Надеюсь, когда-нибудь тут лезвие появится. Но он, по-моему, у нас респаунится тут. Так, куда ж ты садишься? Заправлять надо. Заправлять. Сколько? 41%. Да, примерно. Примерно. Можно 2 километра проехать. На нынешней заправке. Вот так. Хорошо. Это поправимо. Продержится. Что значит продержится? Надо делать наверняка. Эй, Бухарь, я... Да чтоб У тебя! него уже паранойя какая-то вообще. Тут такое дело, я вспомнил, как несколько лет назад мы с Сарой были у Барри-Крик, собирали... Чувак болеет, чуваку плохо, чуваку больно. Он сидит ему, ой, вспомню свои годы. Ходили мы, значит, с ребятами, собирали лаванду, делали из нее какие-то лекарственные травы, мази. Хорошее было время. Там чувак весь сидит, трясется. Ему как бы не до разговоров, просто помогай, потом расскажешь. лаванду, и она Слюнтяй. научила... Она научила меня делать мазь. Я которую- сегодня выходил. Ясно? Прошел по горе, проверил капканы. Рука, считай, как новая. Ладно, я просто оставлю это здесь и... Ты... Дай Помажь мне пару меня. дней. И двинем на север, как и хотели, отсюда нахер. Не какой-то навязчивая прям идея двигать на север. А чё он вышел вообще? Я хочу, чтобы ты зашел. Давай патроны подбираем. Он только лома, да, подобрал? Остальное мне типа не надо. Хорошо. Как скажете. Пока заданий никаких. Да. Ну, а в принципе, большую часть локации уже открыта, карты в смысле. Дик, ты на связи?
Да, я здесь. Что такое? Как же без На нас бабки? напали. Упокоители. Несколько десятков, а то и больше. Сраные упокоители. Серьезно. Та девчонка, за которую ты так переживал, Лиза, стой, погоди. Что случилось? Где Лиза? ее забрали. Увели ее и еще троих. Элкай проследил за ними сколько мог. У них убежище в Белнап-Крейтер. Он вернулся, чтобы собрать отряд, но... Короче, слушай. Я видел, что эти уроды делают с пленниками. Я ждать не буду. Вот сейчас будет прикольная миссия. Вот эту девочку, которую мы спасли, ее утащили упокоители. Мы сейчас идем. Мы сейчас ее идем спасать. Прям к упокоителям туда, в центр практически. Будем их разматывать, по-моему. Вроде по этому заданию. Давай, поэтому мы сейчас берем это задание. Естественно, берем это задание. Вот, сейчас мы перерыв сделаем 3 минуты и пойдем дела делать с упокоителями. Давай, сейчас я подойду. Поехали дальше.
Так, ну чё, выезжаем. Стоп. Мы как раз до лагеря сейчас. И поедем, да, прямиком. Пока накатиком, что бензин тратить. Мне ж потом надо будет еще назад вернуться, правильно? А может быть еще дальше куда-то придется ехать. Ну, типа мы приедем к указанной точке, он такой, ага, надо ехать дальше, и все. А бензина нет. Миссия прикольная, кстати. Интересно. Кстати, если мы сейчас... Блин, заправку было мануть. Может там пилу поискать? Ладно. Но она как-нибудь случайно мне, если что, попадется. Тишина. Ладно, тут до заправки не очень далеко. Давай все-таки доедем. Я хочу там все-таки пилу поискать. Я думаю, что он там есть. Опа, и снайпер. Черт, снайпер! Падла. Я не успел слезть. Чё? Потери! Тут ранение! Потери, командир. Да хера с два, чувак-то угадал. А давай вот так вот. Че, не попал, что ли? Да ладно. Да тебе, скотина! Больше не будешь стрелять по намадам. Бля, и байку ушатало. 5%, да вы прикалываетесь. Ни хрена меня снайпер ушатал. Он такое ощущение, он мне не в голову куда-то стрелял, не в туловку, а в мотоцикл. Вот падла, а. Ну, давай серьезно посмотрим. мне вшатали. Продержится. Ну да, куда он денется? 7 единиц слома просто. Как с куста. Ладно, окей. Ну, в принципе, я его весь и восстановил. Так. Заправлюсь я потом. Меня больше пила интересует. Нет, туда ни хрена. Лома у меня что, максимально, что ли? Бля, где тут пила-то может быть? Ну, только там внутри. Сейчас давай туда залезем.
Как внутрь-то попасть? Через окно. Нет, вот так можно. Лом. Тоже полезно. По-моему, она вот где-то здесь валялась все-таки. Ну, подставу они мне, конечно, конкретно учудили. Бля, и нет пилы. Отстой. Зря, короче говоря, вернулся. Единственное, что плюс засаду как бы устранил. Ну, типа, особо ничего не потерял. Очень жаль. Короче, здесь пилу даже искать не стоит. Блин, а где же я тогда ее видел? Значит, на какой-то другой заправке. Можно, конечно, тут порыться, но вряд ли вообще. Ладно, надежда умирает, как говорится, последним, потом как-нибудь найдем. Поехали на задание. Мне сейчас еще этих упокоителей там в вагон убивать. Там их человек 30, наверное. Так, эти патроны я забирал? Да, забирал. Да, мы снова приехали вот сюда, откуда я сегодняшний стрим начал. И мы сейчас как раз в засилье зла идем. По-моему, прямо тут дико на руку прижгут. Если я не ошибаюсь. Гребаные упокоители, куда вы дели девчонку? Согласен. Если вы ее тронули, клянусь я. Да чего уж там, я вас, твари, при любом раскладе урою нахер. Держись, Лиза, я иду. Ага. Решительно настроены. Так, бита есть. По идее, надо искать диск от пилы. Там же, где и будет бита валяться. Как правило, оружие у нас хранится там же. Там же, где и биты валяются. Ну, то есть, есть палка, допустим, значит, гвозди где-то рядом будут валяться. Ну, нужно с битой что-нибудь скрафтить. Вот там, допустим, гвозди тоже будут лежать. Это Лиза уронила? Да, это ее точно не рюкзак. кто-то из упокоителей. Упокоители с рюкзаком не Маленькие ходят. следы, женские. Это Лиза. Они протащили ее здесь. Если вы что-то сделали, ублюдки, я вас всех до одного Да я поубиваю. вас. Тихо. Кто-то включил фонарь. А чё ты, блин, когда я успел фонарь врубить? Ага. Ищи теперь свой путь. Они мертвы, урод. Они не вступят в вашу долбаную секту. Ну, надеюсь, они меня потеряют. Чуть-чуть. Тут еще в кустах могут быть эти, как вам. В кустах могут быть капканы. Давай попробуем по стелсу его завалить. Там что-то есть. Понятно. Уходим. Возвращаюсь. Прикройте.
Сейчас как Рэмбо пойдем просто все разносить. Че, патронов не надо? Ну, у него, видимо, другой пистолет. Сюда. Сейчас дико нас Они схватят затащили ее сюда? и будут руку сжечь его. По-моему, так. Мне особо патронов не надо, но... Боль даст тебе свободу. Давай-ка мы с другой стороны обойдем. Стой, сосуд. Мы режем его, чтобы дать тебе свободу. Так интереснее будет. Господи, сволочи, что же вы делаете? Что это было? Свободные правят миром, да? Мертвые ничем не правят. Поворачивайся. Странно, но мне походу повезло. Че, чувак умер? Старина, ты как? Все, по-моему. Кончился старина. Нет, она не здесь. Угу. Где ты, Лиза? Как ты. Она должна быть где-то здесь. Все отринули. Но я все Блин, надо Дикон болтает. А вот это интересно. Это сбивает. выбираю направление. Я слушаю Карлоса и повинуюсь ему. Угу. Но я иду за свободными. Что будет, когда все потери Главное, у них будут Карлос. найдены? Когда они все обретут Карлуха. свободу? Тогда наступит Единый возвышение. Карлос укажет нам путь. Давай вот обойдем. Он сказал, что когда-нибудь я стану одной из свободных. Все, что мне нужно, это слушать его и делать то, что я должна. И я Подождем. стану одной из них. Сейчас они Поэтому наговорятся. здесь. Нужно собрать Он, по идее, должен уйти отсюда. сделает нас единым разумом. Ну, вали отсюда. Мы соберемся вокруг основателя. Нет, не хочет. Ну, тогда так делаем. Никто к вам не примкнет! Вот я тебя и нашел. Могу путь указать. Что это было? Да ничего. Это была пуля в голове. Он боится! В тех кустах. Укажи ему. Тут бегает, дергается что-то. Укажем ему дорогу. Угу. Нет, мы его по-другому, наверное, лучше снимем. Держись, Лиза. Что бы Сука, они с тобой не попадает, делали, смотри-ка. ты только держись. Я вверх, он вниз. Держись, я иду. Ну, вроде все пока тут. Так, давай посмотрим, что у них есть вообще. Давай бинт. Один использовать, два сделать. Раз, два. Чиним биту. Было бы лезвие, можно было бы пошустрее этих ребят выносить. Вот. Тряпка. Ой, еще один подошел.
Здравствуйте. В ухо прям. Жалко, не пишется, сколько надо народу завалить. Да ладно, еще я 3 патрона всего потратил. Сомневаюсь. Сейчас я подойду, подождите. Так, ну нам по прямой чисто. Можно, конечно, и в обход. Кажется, он был здесь. Но тут плюс-минус все ходы взаимосвязаны. Да, сюда. Наверняка она там. Угу. Этого мы сейчас обойдем. Блять, туда можно тоже пройти. А где он тут ходил? Эй, ты где? Бы сказал чего-нибудь. Блин, а где он? Тут же он только что стоял, я его видел. Ушел куда-то. Подожди, или он дальше? Нет. Где-то он тут. Или он исчез просто. Ладно. Может быть, здесь сюда куда-то он исчез. Да, вряд ли, конечно. Вообще тупик. Нет, не тупик. Это в обход. Я так пришел отсюда. Они мне чем-то напоминают этих ребят с этого... Как его? У холмов есть глаза. Они тоже, в принципе, в горах постоянно тусовались. Что это было? О, вот и он. Нашелся. Странно, я тут все оббегал, его тут не было. Откуда взялся, хрен знает. Ладно, нам по дороге. Он, видимо, там... Я за дерево, а он с другой стороны. Я к скале, он с другой стороны обходит. Разминулись чуть-чуть. Не, он туда. Сейчас я тут осмотрю, что-нибудь, может быть, есть полезного. Ни хрена тут нет. Сюда. Они затащили ее наверх. На какой верх? Прям на гору, что ли? Сомневаюсь. Он туда могли затащить. Лиза где-то там наверху. Он меня спалил. И убежал прятаться. Ладно, пойдем по прямой. Короче, будем помнить, что он с правой стороны где-то. Вот он. Сейчас его в затылок бахну. До свидания. На сорванную башню. Он, по-моему, возможно... Нет, они точно не там. Но где-то рядом. Раз он прям туда наверх поднимался, значит... Они где-то в той стороне. Тусят. Роятся.
Ну, пока вроде нормально идем, особо без шума. Ну-ка, давай посмотрим, что тут у них вообще. А вдруг у них что-нибудь полезное? Допустим, пила, которую я ищу. Чё орать-то? Вот снайпер там есть. До свидули. В смысле убийца? Вы уже мертвы, ребята. Давай попробуем снайпера снять. Я тут повнимательнее как-нибудь стану. Да, масштаб, конечно, такое себе. Покорись, урод. Покайся. Забираем. С чем она бежала? Что это за палка у нее такая волшебная? На скипетр похоже. Давай-ка мы в обход этого чувака. Вот. До свидания. Где-то оно патроны. Вот. Бля, надо было перезаряжаться сначала, а потом и патроны юзать. Ну, как обычно, об этом думаешь в последнюю очередь. Ай, печалька. Ничего, сейчас наберем. Все, что надо. Жалко, вот он отсюда пистолетные патроны не берет. Такое ощущение, что прям вот калибр только ты поменял, все хрена. Хрен найдешь, просто только в магазинах покупай. Вот она. Чего, кто она? Там еще кто-то стреляет в меня. Вот он. Иди сюда, малышу. Ну, почти. Я далеко просто нахожусь. Жди, брат, жди меня. Вперед! Пусть покорится! Иду. Кто-нибудь прикройте! Он через вежик ко мне поднимется, правильно? Примерно так. Да ёпа мать. Свобода! Свобода, равенство, братство. Ну, Я думаю, кто постреливает, тут бегает. Да, он удрал. Нужно прикрытие! Ну, вот так вот. А мы вот так. Чик. Стерилизатор, нет места. Подожди. Мы сейчас сделаем бинт. Похилимся. Еще сделаем бинт. Теперь для стерилизатора есть место. Все нормально, все влезает. Что это у меня за винтовка? Уйта. Так, а ползли ко мне они, получается, и сверху, и сбоку, да? Ну, слава богу, что снайпера я уже снял. В принципе, вот при таком раскладе арбалет был бы менее полезен. Лиза, вот ты где. Она же тут не лежала, как она тут? Господи, что с тобой сделали, Лиза? Изрезали все. Лиза, эй, милая. Нет! Тихо, эй, тихо, тихо, молчи. Лиза, это я, ну Дикон, помнишь? Дикон. Дикон. Все, тихо. Не бойся. Да, в Всё будет полушоковом хорошо. состоянии. Ты цела? Но себя-то не помню. Черт, бежать можешь? Знаешь, где домик администрации? Там рядом мой байк. Прямо сейчас ты туда побежишь со всех ног. Со всех ног. Только не останавливайся. Готова? Да? Ее надо было бы на плечо взвалить и самому тащить.
Ну, либо зашкварник как-нибудь. Вообще, она просто бежит со всех ног. Она просто как флэш, я не знаю. Понятие скорость это вот так у них появляется. Это вот так у них обозначается. Блин, я хотел бы... Она, наверное, я уже ее не увижу, да? Как она со всех ног идет. О, наконец-то. Хоть как-то она побежала. Удивительная хрень. Так, а чё, мне к байку или продолжаем чистить лагерь? Давай я поднимусь. А тут и чистить-то больше нечего. Вот снайпер, падла. Это еще, по-моему, не все. С успокоителями не закончено. Лагерь будет еще больше. Если это, конечно, не продолжение миссии. Я помню, что чистил гораздо больше лагерь. Да ты сама скорость, я смотрю. Не знаю, как по мне, так я бы ее, не знаю, просто тащил бы волоком за шкварник. Вот что это? Ты, говорит, беги со всех ног. Нет, нет, упокоитель. Лиза, быстро прячься! Да! За ним! За ним! Все, конец тебе! Короче, задолбали, ребят. О, нет! Стой! Мы откроем тебе слово Карлоса! Я не Лиза, от, я от беги. Лизы не удаляюсь. Где она? У них какие-то клинки забавные. Ну, какие-то скипетры похожие, не знаю. Так, я еще последнего не обшмонал. Он у нас вот тут лежит. Прятался. Думал, не найду. Ку-ку. Точно, тут же срезка была. Но это еще не все. Странно, она бежит. Упокоители. Пригнись, пригнись! Прям под пулей несется. Не уйдет! Притих, да? Угу. Я ранена. Черт, а ну стоять! Быстрей, быстрей! Она за мной или от меня убежала? Нет, за мной вроде идет. Угу, где там уже трутся. Ну-ка, лизок, спокуха. Ну, тот уже ко мне ломанулся. Беги к байку, давай! Интеллект, конечно, у них как у ракушки просто. Ну, тут, в принципе, у них у всех плюс-минус такой. Так, у меня, по-моему, лома немного не хватает. Сейчас мы еще байк заправим, если это возможно сделать. Бита все, медицина. Ну, тут полная, в принципе. Окей. Вы удаляйтесь от Лизы. Да я за бензом. Чего вы мне голову делаете? Как ваша Лиза поедет? Пешком, может быть, пойдет?
Не, бензин им не нужен. Сейчас байк, короче говоря, бесплатный. Халява, сэр. Все, ушли. Ты в порядке? Нет. Слушай, к югу отсюда, на Лост-Лейк, есть лагерь. Там не так, как в Хот-Спрингс. Железный Майк не похож на миссис Такер. Ненавижу миссис Такер. Там ты не будешь одна. Это хороший лагерь. И там безопасно. Ладно. Ну-ка, подожди, мы же ее туда как раз и отвозили. Мы отвезли ее к Такеру. Она говорит, я не хочу работать на огороде. И в итоге мы обратно ее сейчас туда же повезем. Очень интересно. То есть... Держись. Если он сейчас ее повезет к бабке, то это полнейший абсурд. Рики! Рики, ответь! Ты еще на этом канале? Лагерь Лост-Лейк, ответьте! Дикон? Давно тебя не третий слышала. лагерь уже Что будет. тебе нужно? Короче, приезжай уже. На шоссе Каскейд, на пересечении Солт-Белнап-Роуд. Я сейчас еду туда. Знаешь, что сказал Майк в ту ночь, когда вы с Бухарем уехали? Ну да, точно. Вот поэтому я связался с тобой, а не с Шиза. Майку не нужно... Это уже будет третий основной, в принципе, лагерь, где мы будем очень много миссий выполнять, так что... об этом знать. Тут со мной девочка. Что? В третий лагерь везем девушка, дамочку. выжившая. Она уже давно в водище. Ты нашел выжившую и хочешь привезти ее в Лост-Лейк? Это ты привезешь ее в Лост-Лейк, а я привезу ее к тебе. Рики, ну что? Да, ладно, я выдвигаюсь. Конец связи. Она аж опешила немного. Рики, ну да, рад был поболтать. А гостей там особо не ждут, я смотрю. Тебе там понравится, обещаю. Я говорю, Майк нормальный мужик. Любит поорать, но ты просто не обращай внимания, поняла? Ты сам сейчас Ладно, едешь, орешь. там есть один тип, Шизо. Если он будет к тебе лезть, просто скажи Рики. Или скажи Эдди. Она у них за доктора. Вот, скажи ей. Эдди, она хорошая. У нее есть лекарство всякое там, чтобы обработать порезы, чтобы как не он было орёт заражения, громко. понимаешь? Они тебе помогут. Можешь на них рассчитывать. Даже если ты, даже если где-то налажаешь. Ладно. У нее все лицо в шрамах. Ее, как бы, если ее на лысо побрить, ее упокоители за свою примут. Да, вот с этой теткой будет много миссий. Привет, Рики. Привет, Дик. Я удивлена. Такер перестала торговать рабами? Лиза, это Рики. Она отвезет тебя в безопасное место. Ничего не изменилось, Дик. Железный Майк тебе за это не Да заплатит. при чем тут я же не про... Разреши. Это же совсем другое. Дело же не в деньгах совсем. Просто забери ее, а? А что с ней, Дик? Ну, короче, ее поймали у упокоителей, и я... О, бог ты мой. Ну, Лиза, привет. Я Рики. Скажи, ты любишь рыбу ловить? А что, похоже? Я вот обожаю. Больше всего на свете я люблю рыбачить. Хочешь, вместе пойдем? Да? Я расскажу тебе про Лост-Лейк. Знаешь, вода в нашем озере просто чистейшая, а рыба, бог ты мой, рыба на рассвете прямо скачет вот до сюда. Увидишь, там тебе очень понравится. Давай, держись покрепче. Готова? Большое тебе... Приютили девочку. А что делать? И в лагере не нравится Коупланду, там точно нельзя к ней. Ход Спрингс, это, по-моему, Коупланда. Лагерь, не помню.
Лиза напомнила мне младшую сестренку Сары. Я не допущу, чтобы с ней что-то случилось. Ок. Погоди. Дик, как дела? Ну, сейчас задание там туда-сюда. Так, навыки выживания. Что это такое? Растение на миникарте. При использовании взгляда следопыта. Очки, блин. Ну, есть что-нибудь понужнее, что-нибудь прокачать. Ускорение восстановления концентрации. Тут что? Возможность перезаряжать стрелковое оружие во время бега. Вот это неплохая способность. Значительное ослабление отдачи стрелкового оружия. Но от арбалетных. Ну, вот это качаем. На ходу будем перезаряжаться. Уже лучше. Так, у меня еще одно, да, очко навыков есть. Восстанавливать запас сил нет. Возможность проводить более длинные серии ударов холодным оружием. Да. И это берем. Что у нас здесь открылось? Выполняя перекаты, быстро вставать на ноги. Возможность оглушать людей и фриков ударами с разбега. Ну, дает шанс нанести решающий удар человеку, фрику или шакалу при использовании холодного оружия. Ну, не знаю, не знаю. У меня было свободное время, кое-что смастерил. Ухарь, спасибо. Да, я заеду попозже. Волки пока тут оленем заняты. Давай посмотрим, что у нас тут открылось вообще. Нам к Бухарю надо ехать. Есть еще доп. Задание. Это с камнем поговорить. Давай, наверное, мы в той степи будем, потом к ней съездим. Сейчас просто пилить с другого конца карты. Просто на 2 секунды, чтобы он с камнем пообщался. Ну, такое себе. Если только максимум быстрое перемещение. Ладно, мы, короче, к Бухарю поехали. Пока по сюжету. Там и патроны бесплатные, и подзарядимся. Ну, и этот какой, и подзаправимся. Сейчас нормально все будет. Я думаю, где бы остановиться, посмотреть. Ты слышишь? Пилот. Вот Спрингс вызывает Дикона Сент-Джона. Такер, слушаю. Ты уже Вот и должен бабка был вернуться. активировалась. Нашел девчонку, Лизу? Нет, Такер, нет. Упокоители ее всю искромсали. Здорово, Лех. Она не выжила. Вот сволочи. Она нам была Зачем он нужна. соврал про Теперь девчонку? еще дольше копать придется. Ну, взгляни на это с другой стороны. Одним едоком меньше, да? Приведи мне новых людей, иначе тут вообще никаких едоков не останется. Бабка как Конец сектант ты. Как сектант ты просто. Привези мне новых людей. Я хочу свежей крови девственников. Есть какие-то задания? Ну, по-моему, ничего не появилось, да? Бабка мне просто позвонила, говорит, мне людей приведи и все. Странно, почему он соврал? Да, согласен. Игрушка классная. Как дела? У меня для тебя работа. Вот. Оп, ладно, давай. Постараюсь выкроить время. Конец Я связи. сейчас лучше, наверное, на побочку съезжу. Все-таки доверие в лагере важнее, чем основное. Надо мотоцикл качать. На какой сложности? Да, хрен его знает. Обычная вроде. Или чуть выше обычной. Я не помню, сколько там сложностей. Если 3, тогда на норме. Если 4, тогда чуть выше нормы.
К Бухарю, короче, потом вернемся. У Копланда рядом тут как раз лагерь. Ну-ка, давай мы здесь что-нибудь посмотрим полезного. Бля, тут шакалы мелкие бегают. Как тебе? Как тебе? Эх, рано. И вот так вот. Это мне нужно. Пушки продадим? Продадим. Я вот диск ищу. Диск от циркулярки. Бита есть. Есть гвозди. Плохо. Игра до сих пор считает, что мне прям нужно биту с гвоздями делать, а не циркуляркой. Очень жаль. Единственное, на сложности сложно. NPC люди туповатые, глухие, близорукие. Так они, по-моему, на всех сложностях такие. У тебя просто здоровье чуть поменьше. Это не сложная игра. Она не хардкорная. Хочешь хардкора, ты просто бери и устанавливай себе какой-нибудь Dark Souls. Чтоб жопа кипела каждые 20 минут. Эта игра такая, знаешь, порелаксировать, покататься на байке, пострелять в толпу. Там без разницы, какой у тебя уровень сложности вообще. Она не для того делалась. Да и в принципе Sony эксклюзивы, они все не хардкорные. Ну не считая Bloodborne. Здорово, Серега. Тут кто-то есть. Кто-то есть. Открывайте, ёпта. Стой, я его знаю. Открывай. О. Это же мой любимый клиент. Прям всегда у него язык заплетается, когда он болтает, как будто он бухой. Ну и Тебе чё? байк-то заправить? Да, кстати, давненько это не делал. А чё у меня все равно, да, характеристика, у меня же ничего нового не появилось. На кофры как раз мне хватает. Вот. Багаж. В кофрах можно хранить дополнительные боеприпасы. Заполнить кофры можно у любого торговца, заплатив соответствующую сумму. Обращайте внимание на то... Да, ну понятно. Сейчас завернем. Это еще как бы такой. Мы потом еще дальше будем апгрейды делать. Но здесь 3-го левела можно раму купить. Потом пригодится. Фары, кстати. Вот. Наконец-то я хоть адекватную фару Отлично. Что-то еще? куплю. Так, фара, окей, колеса. Ну, тут чисто на этот, какого, на вкус. Так-то она ничего не меняет. Хотя, подожди. $300. Лады. Сила тракториста. Сейчас мы, короче говоря... План пока, Дик. Где у них тут кормушка-то? Молчи, впахивай. Сейчас мы, короче говоря, ухи сдадим. И тут что-то я еще тут собирал. Пока что это все. Сотка. Надо еще чуть-чуть. Трофей. Дикон Сент-Джон. Как твои делишки? Не густо, конечно, но, как Привет. говорится, чем Как богатый. жизнь, 137. Блядь, чуть-чуть не хватает. От такого кошмара будут Чё есть соус игры с отлично? Чё с отлично? Ты, по-моему, не дописал предложение. От дыма недолго и раком заболеть. Слышь, Дик. Горло дерет. Хотя ладно. Угу. Просто ты поаккуратнее. Дик, как дела? Договорились? Дэймон. Я могу предложить еще что-нибудь. Я лучше пополню боезапас. Неплохо. Больше ничего? Кстати, винтовочные патроны дорогие. В кофрах. 4 сотки. Ладно. Будем иметь в виду. Что-то нужно, заглядывай. Сейчас мы, короче говоря, вот здесь у Копланда выполним задание. Как жизнь, Дэймон? И Сент-Джон, у будем меня к тебе дело. Коуп. кофры Ты же набьем, хочешь, короче, чтобы Мэнни починил боеприпасами. твой байк? Есть только один способ. Я помню такую фишку, то что этот как он...
однажды от толпы отстреливался, а у меня все патроны закончились и остались в кофрах, короче. Единственное, что там, где патроны. И я пока добегал до кофра от этой толпы, за мной просто человек 200 несется. Я там возле байка давай круги наворачивать, как в Dark Souls. Крутился, но перезарядиться успел. С отличным... Чего? С отличным увеличением восприятия противников по мере увеличения сложности. Что-то я вообще не понял твою мысль. Ну не скажи, есть соус игры с отличным увеличением восприятия противников по мере увеличения сложности? Ты, видимо, никогда в соус игры не играл. Там тебе любой моб всегда без увеличения сложности. Она там не увеличивается. Вот так она не скачет. Тебе прям с первых минут пиздец. И сложность ты не можешь в Souls-like играх выбрать. Тебе в любом случае жопа. Тут либо скилл, либо ты просто будешь проебывать. Так что, ну, это Souls-like. Ходить для вас на вылазки. Ладно, я понял. Мне надо, чтобы ты разделался с лагерем мародеров возле тех погорелых хижин вдоль шоссе Каскейд. Знаешь, где это? Да, знаю. Спрашивай, если что. Они, скажем так, зараженных доделали. Приятно. Как оно? Когда это все дело выходило на плойки, немножко было деревянненько. Я тебе так скажу. Я видел, что ты сделал для лагеря. Подожди, я же заправлял байк. Или не Привет, заправлял? Почему у меня 44%? Там, Заправить? когда она только Байку вышла, нужно топливо. Тебя заправить? все, 0. Просто 0. Потом еще будет что-нибудь. 0 денег. Если чё, Насколько он нужно, меня всегда заправил? На заходи. 20%. Вот утырок. Когда она только вышла на 4-й плойке, там немножко другое было поведение толпы. Более какое-то, знаешь, деревянненькое. Но она тоже была неплохая, как бы интересно. Сейчас ее чуть-чуть подкорректировали, скажем так. То есть, когда она вышла на 4-й плойке, она была сделана, ну, условно говоря, на 96%. Сейчас она как бы на 100 сделана. Сейчас они более интересно себя ведут. Советую как-нибудь попробовать толпу зараженных натравить на какой-нибудь лагерь. Тоже интересно получается. Ну, как в Far Cry такая же механика. Когда ты животного выпускаешь. Кто такой? Когда в Far Cry животного какого-нибудь выпускаешь. Коуп, я отправляюсь в лагерь на Бать, у меня ебальник Что-то еще о них снесен знаешь? просто. Почти ничего. Во время одной из вылазок они подобрались к нам слишком близко. Я отправил человека разобраться. Он не вернулся. Ты кого-то отправил на поиски? Красота. Ага. Парня по имени Дикон Сент-Джон. Конец связи. Короче, мне в лагере Копланда жестко бабок не хватает. Почему мне так мало заданий дают? Надо больше заданий. Кстати, интересно, я могу кофры набивать прямо вот не забегая в магазин? Подбирая патроны прям так. Херушки. Подожди, давай подойдем к кофрам. Нет, набить их только в магазе можно. Отстой. Ну и ладно. Ну и значит будем по 400 баксов еще отстегивать туда. Хотя сейчас, по идее, на первое время особо не будет требоваться набивание кофр, пока мы не будем с толпой видаться. Ну, куда? Есть. Всё есть. Понятно. Но мы бежим к тому лагерю. Я уже к нему подходил, он был пустой. Он типа был неактивный. Сейчас он будет активен. По-моему, так. Если я не ошибаюсь, это именно тот лагерь. И, по-моему, во время его зачистки сюда Мишка прибежит. Будет немножко попин-ёбин делать. Куда идем? Где следы?
Вот он. Да хер там, это не следы. Пригодится. Это кислинчик какой-то. Я тетку потерял. Souls игры, как правило, все ближнего боя. Нет, не все. Они все не ближнего боя. Большинство. 90% Souls-like игр, они... Ну, нет, 80%. Не берем Sekiro и Bloodborne. Они все остальные можно, если ты играешь за мага, то можно дальнобойными себе персонажа сделать. Милишные игры не очень люблю. Тут неплохая стрелялка и комбинация дальнего ближнего боя. В общем, ну вот я тебе чё. Слава богу, то, что у нас торренты работает, понимаешь? В Стиме за нее денежку просят. Я как бы один раз за нее заплатил, больше не хочу. Так, а тут в лагере, короче. Тут вообще, в принципе, неплохое сочетание всего. И на байке покататься, знаешь. Сюжеты тоже неплохие, интересные. И стелс-миссии тоже есть. Всего по чуть-чуть, короче говоря. Такой винегрет. Неплохо сделано. Особенно графен, знаешь, на ультрах очень отлично смотрится. Это прям здесь. Игра очень просила порта на комп. Скажем так, точно он не повредил. А где? Вот, я что-то нашел. Когда она вышла на PS4, вот я ее купил, как только она вышла на 4-ю плойку. И вот там она была чуть-чуть альденте, короче говоря. В 30 FPS, там, знаешь, вот такие вот нюансы. Там деревянное поведение толпы со стрельбой такое себе было, потому что, ну, разница клава-мышь либо геймпад, когда на тебя 300-500 человек несется, разница имеется. Смотрим. Я на верном пути. Все очень ждут вторую часть, но так как это же Sony студия выпустила эту игру, все очень ждут вторую часть, и так как она не оправдала, они, видимо, какие-то баснословные бабки от этой игры ждали, так как она не оправдала финансовый отсчет, поэтому Sony сказала: сорян, ребята, мы ее выпускать вторую часть не будем, забудьте нахер. Вот, и народ сейчас собирает, короче говоря, подписи, чтобы все-таки разработчики услышали нас поближе. И выпустили вторую часть. Я бы с удовольствием сыграл. Посмотрим, что тут у нас. Глядишь, может быть, даже когда-нибудь, если она выйдет, если ее хотя бы начнут разрабатывать вторую часть, будет просто замечательно, если туда добавить, допустим, кооператив, создание персонажа, допустим. Так, проникнуть внутрь и освободить заложника, да? Его пытают. Кстати, относительно игра довольно-таки жестокая. А вот так нравится? Что, дышать трудно? Говорить тоже? Давай-ка это Я думаю, разрабы прям планировали в самом начале сделать ее прям вообще с жестким рейтингом. Но потом их подрезали. Кто тебе этот Коупленд? Отец родной? Они, наверное, поняли то, что перебор. Давай, короче. Хотя попробуем по стелсу. Для начала. По-любому человек 15. Там кто-то есть. Да ладно, иди проверь. Здесь что-то есть. Ну, тут нож есть в голове. Капканчик. Кстати, вот товарищ, что заходил, говорит, для версии на PS4 он, говорит, не припомнит, чтобы капканы были. Походу их добавили. А может быть... Чего? Да ничего. Может быть, капканы добавили с портом на ПК. Хватит, не помню. хватит. Слышь, заткнись, я тебя освобожу. Что? Ты не...
Я от Коупленда. Вставай. О, Господи, спасибо, спасибо. Давай уже. Увязали за нами во время вылазки. Я не знал, что делать. Помолчи. Бежать можешь? Что? Да, да. Так беги. Ну? Спасибо. Беги, Добби, ты свободен. И все это? Весь лагерь, что ли? 2 человека? Да вы прикалываетесь. Окей, 1000 заработал. Как-то это все несложно. Блин, давай хоть пороемся тут, что ли. Что как-то пришел, 2 человека убил и все. Я рассчитывал человек на 20 минимум. Капканчик еще. Подожди, а где он? Где капкан-то? Его забыли прорисовать, что ли? Ну, точно. Он как-то среди текстур тут затерялся. Может быть, такая херня. Ну, тут, видишь, вообще игра... Первая фишка, почему они начали еще тогда, в 2013 году, людей на E3 привлекать трейлером. Там не было NPC, там не было каких-то взаимодействий с людьми живыми, там не было упокоителей, никто не показывал намадов там и так далее. А что тут не показывают? А, и все, да? Мне задание типа квест не надо сдавать? Как хотите. Кстати, бабка еще звонила. А, нет, бабка просто интересовалась. Так вот, там не показывали ничего такого. Там просто показывали, как Дикон берет в руки вот типа подобный автомат и летит на него толпа человек. Ну, 300 примерно. Там пока особо не показывали. А нет, как раз там показывали перестрелку в этом. Самая жесткая перестрелка на лесопилке. Там, где 500 голов на тебя несется. Вот. И они как бы вот этим самым подогрели интерес публики. И люди начали ждать, вынюхивать про эту игру, чё кого. Поэтому игра в первую очередь именно вот брала с толпой взаимодействия. Показывали то, что там вот они там мигрируют, там туда-сюда. Вот смотрите, мы вот так вот сделали. Мы вот так вот сделали. А потом уже, спустя какое-то время, уже ближе к релизу, спустя, по-моему, года 4, что ли. Нет, 5 лет они там мурыжили народ. Вот, ближе к релизу они уже начали, короче, показывать там то, что вот, мы то-то добавили, это сделали, вот смотрите, вот, пожалуйста, получите, распишитесь, как говорится. Это вот как раз там E3, которая самая, наверное, знаменитая была после выхода 4-й плойки, когда на этом, просто когда Sony взяла и порвала просто всех за один, ну там минут за 20, по-моему, трейлеров, когда они показали одновременно Death Stranding, этот как его, Days Gone, Паука показали, я вот не помню. God of War был тогда, нет, на презентации. Коуп, я нашел твоего человека. Он жив? Еле-еле. Идет к вам на своих двоих. Вышли кого-нибудь навстречу. Хорошо. Спасибо, Сент-Джон. Конец связи. По-моему, тут еще с портом на ПК сделали этот, как его, то, что колеса, вот, допустим, вот сейчас дождь идет, вот у меня грязь разлетается из-под колес. Сам Дикон, когда управляет байком, он сцепление выжимает, переключает передачки, газ, тормоз, всякие эти, как его, фонарики включает. Он не просто как вкопанный сидит на мотоцикле. Вот в этом плане, конечно, они доработали игрушку. Смородину бегаю, собираю. 500 рублей литр. Покупай, торопись, налетай, живопись. Бля, ну. У Копланда по-любому потом задания будут еще. У него только побочки, по-моему. Хотя будет какой-то момент, он меня отправит прям какой-то жесткий лагерь зачищать.
И он будет где-то вот здесь, по-моему, находиться. Если я не ошибаюсь. Ну, тут стандартная эта херня. Пойти с камнем попиздеть. Это вот когда у бабки будет задание, тогда я туда поеду. Ладно, поехали к Бухарю. Он тут давненько просил заехать. Я все диско циркулярки еще. Качнуть качнул способность, а и диска нету. Он как-то случайно мне попадался на глаза, но я его взять не мог. Теперь, блядь, не найти нигде. Биты валяются, гвозди валяются, дисков нет. Как бывает. Надо отдохнуть. Погоди. Во-первых, надо... все, взаимодействий с байком никаких. Ладно, потом тогда, после передышки заправим его. А по-моему, Бухаре совсем поплохело. Подожди, пока катсцена не сработала, давай хоть патроны карманы патронами набьем. И типа я ничего не взял, да? Как хотите. Так а чё? Я на месте. Нужно поспать обязательно. Кстати, первый раз игра просит, чтобы я вот именно взял и лег на кровать. Хотя игрового времени тут черт его знает сколько прошло. Они идут. Всё. Они идут. Бухарь фляга потекла у Бухаря. Они хотят. За мной пришли. Чё, Бухарь, ты чего? Нет! Ты как сюда попал? Эй. А ну не с места! Бухарь, это я. Не с места. Это Дик, успокойся. Если только рыпнешься. Давай поговорим. Убью нахрен. Спокойно. Ну-ка, дай пушку. Нет! Давай сюда пушку. Его вырубать надо. Черт. Охренеть. Бухарь, ты охренел, что ли? Я слышал. Я голоса слышал. А только этого не хватало. Стой, Дик. Ты разве не Ни слышал? хера я не слышал. У тебя заражение Нет, я- крови. Да иди ты. Да 100 пудов. Ты сам посмотри. Нахрена мне? Вставай, смотреть? тебе нужна помощь. Да отвали. Вставай. Ну чё ты? Так... Я не знаю, может ли быть при заражении крови, может ли быть параноидальный бред. Я знаю, что у нее температура по-любому должна подняться. Ну, как, заражение идет. В отключке там должен быть все такое, но чтобы... Ну, не знаю, чтобы чертиков видеть. Ты извини, что я тебе чуть башку не снес. А че он на ногу хромает? Мне что-то померещилось. Ну, кстати, все, мы сюда больше не Осторожно, вернемся. Ступеньки. Да вижу я. Просто они у меня в мы голове его были. повезем сейчас в лагерь. Да, конечно, я понимаю. Горячки, возможно, глюки, ну, в принципе-то да. Я их слышал, Дик. Я их реально слышал. Шаги прямо в голове стучали, как будто сапоги тяжелые. Еще несколько ступенек. Я не думаю так, чтобы прям, я не знаю. Ну, тут прямо жестко что-то у него накрыло его. По-моему, так не должно. Не надо меня держать. Я сам ходить могу. Конечно, я не могу специалист. входить. Ладно. По Ладно. белым горячкам. Почему на ногу хромает? У него же рука болит. Я просто сам не понял, что произошло. Увидел их. Целую толпу. Они перли на меня. Да хорош отмазываться, все, садись просто. Ага, давай, Просто давай, заткнись садись. и поехали. Ехать надо. Стой. Ехать? Куда ехать? Я не... Прокатимся немного. Тебе полезно будет проветриться. Он еле Проветриться? стоит. Да, это дело хорошее, воздухом подышать. Вот, не знаю. Как бы все ездят на байках, почему никто не догадался хотя бы одну машину сделать? Ну вот хотя бы куда? одну просто. Мы едем. Дик,
Так, тихо. Да-да-да-да-да, параметры. Чтобы не предъявили авторские права, музычку мы уберем. Помнишь, как мы тогда выезжали из Фервелла? Ты помнишь? Да, я помню. При высокой Дороги были под температуре, я завязку говорю то, что забиты они возможны, машинами. но, по-моему, Там было они столько людей. они не настолько параноидальны, как бы, знаешь. Ты не будешь бросаться, если у тебя жесткая температура, как бы. Ну, у тебя температура там 40-41, у тебя может быть бред, но ты будешь лежать пластом, ты не сможешь стоять на ногах. Ты не сможешь бросаться, как будто у тебя, я не знаю, эти как его, ну реально паранойя. У него больше паранойя скорее, чем какие-то глюки от температуры. Ну, хер знает. Разработчикам виднее, как обычно. Здорово, Кирилл, как дела? Да, отлично. И все Отлично куда-то всё. ехали. Думали, они смогут спастись. Надо только гнать быстрее, надо только С оторваться. зомбарями веселимся. Да. Только это все было бесполезно. Я уже это понял, они еще нет. Люди разные бывают. К тому Ну, времени, типа, когда и они типа от температуры глючат всех по-разному, да? махнули рукой и пошли Возможно. пешком, а потом побежали, было уже поздно. Да, слишком. 4-й стрим. Поздно. Ну, как ты думаешь? Давно. И я помню, Неделя прошла, наверное. как у меня на глазах тысячи фриков прямо волной хлынули на дорогу и накрыли всех этих придурков. Да, я помню. Когда видишь такое, понимаешь, что рано или поздно настанет и твоя очередь. И это никак не предотвратить. Да, игра Ты бейся, крутая. но Пройди как-нибудь. ты знаешь, почему мы Я аж решил ее продолжаем второй раз бороться? пройти. Нет. Потому что ничего другого нам не осталось. Бля, как он орет на мотоцикле. Я вот даже не завожу мотор. Я еду сейчас просто в основном накатом. А он верещит просто. Ну, это специально сделано, типа то, что вы там будете вау, там жать по полной. Мотор ревет, вся фигня, короче, и поэтому, кстати, можно музыку вернуть. Там. Да твою мать. Ну, она что, должна обязательно проиграть, что ли, все? Песенки эти. Ладно, может быть там какая-нибудь катсцена сработает, и этот, как его, задание, может, какое-нибудь возьму. Музыка заткнется. Тут в этой игре дважды должно прилететь авторка. Если я правильно посчитал. Кстати, вот эта дорога, мы тут тоже будем часто ездить. Тут еще толпа потом будет ходить. Ну, орда, короче. Lost Lake. Да, мы едем в 3-й лагерь. Сейчас будет куча заданий на восстановление здоровья Бухаря. Так, обнаружена зараженная зона. А где? Она, видимо, обнаружена, но еще не открыта. Тут, короче, где-то у них гнезда. Где-то в этом районе. Сейчас мы по прямой проедем. Подоткроется немножко территория. Сейчас пока не видно ни хрена. Ну, гнезда по-любому где-то в этом районе. В домиках. Вот тут, по-моему, вообще прям, знаешь, галимая GTA, по-моему, будет. Тут такая перестрелка жесткая в этом городишке будет. В принципе, во всей игре. Тут маленькие поселения, особо прям большого города нету. Максимум 2, там, 3 домика. Ну, хорошо, 10 максимум. Блин, а я слезть не могу. Вот здесь можно было бы пилу поискать. Как боевка с толпой будет организована? Отлично. Отлично просто. Ты пока игра просто долго развивается. Вот в чем дело. Но после середины игры, когда вот тебе прям, ну, тебе навязчиво заставят пройти
завалить одну орду, тогда, короче говоря, можно забыть про стелс, про все остальное. Ты просто катаешься по карте, увидел, ну, для прикола можно просто кататься туда-сюда, орду разваливать. Вот тут это сделано очень замечательно. Она еще была на плойке замечательно сделана, а я вот сейчас уже начинаю там, ну, где-то по 10 фриков разбивать по чуть-чуть, знаешь, с автомата. Уже чувствуется то, что охуенно сделано. Все работает как надо. Потом мы берем какой-нибудь автомат Томпсона, сначала зашвыриваем напалмом этих ребят, и потом остатки добиваем. Плюс еще С4, там надо будет вот эти вот нюансы. Там толпа просто потоком на тебя несется. Нужно учитывать, как этот поток за тобой пойдет, чтобы там взрывчатку расставить. Бежишь, бум, взрыв. Закидываешь остатки толпы, там тут же расстреливаешь. Это все замечательно. Насчет этого я вообще не переживаю, это будет сделано просто шикарно. Так, попробуем музыку включить. Да, ее надо, блядь, прослушать, походу. Как так, я не знаю. Музыка должна закончиться, почему я должен ее обязательно прослушать? Суки рваные. Я буду вам песни какие-нибудь петь, чтобы просто забить. Ну тут вообще типа нужно, походу, реально музыку тут дослушать, чтобы YouTube предъявил тебе подстава подстав. С огнестрелом, даже с одним пистолетом можно не париться со стелсом. Только поведение фриков классно, они заставляют держаться подальше. Да нет, почему? Люди тоже бывает, когда нападаешь на толпу где-нибудь, лагерь там человек 30 сидит. Тебя могут запросто зашвырять, завалить в голову со снайперки. Такое тоже может быть. Это пока просто игра плюс-минус лояльно к тебе относится, потому что ты типа а-ля не прокачанный и все такое. В общем, да. Заебись, он ножом блеет. Поздороваться, пивка выпить, а потом уж в лазарет вальсировать. Ну, короче, просто борода задолбала. Да ладно, я просто стебусь. Дик, слышь? Майк сказал, что в следующий раз тебя убьет. Если сказал... Старик уже свое имя начал забывать. Не-не-не. Он вспомнит. Не засыпай. Мы съехали с трассы, но если шальной фрик заявится... Ладно. Дик? Да. Только в лагере никого не убивать. Никого я не трону. Прям видно, как у него по лысине пот струится, просто ручьем бежит. Офигенно. Ебать ему херово вообще. Просто вот я вижу маленькие капельки. Так, проверим параметры. Звук. Мне просто интересно, как игра работает. Все, заткнулась, короче говоря. Видимо, игра устала мне навязывать авторский контент. Бухарек, прощайся с рукой. Да-да-да. Игра устала, видимо, навязывать мне авторский контент и решила просто успокоиться по этому поводу. Так, узнав о вашем присутствии, почему-то до сих пор игра меня учит вот этим базовым механикам. Они должны мне об этом были рассказать еще, ну, часов 5-7 назад. Окей. Трение мать учения. Узнал о вашем присутствии. Противники начнут поиски с того места, где вас видели или слышали в последний раз. Чтобы избежать поимки, попробуйте незаметно уйти прочь или спрятаться в подходящем месте, например, в мусорном баке или кустах. Я, кстати, видел, на 4-й плойке это не работало, но на ПК с портом работает. Можно от Мишки. Мишки тут самые жесткие, по-моему, звери вообще в игре нахрен. Даже, по-моему, толпа не так опасна местами. Короче, от Мишки можно спрятаться в мусорном баке. Он будет его теребонькать, поскребет когтями, короче, подождет какое-то время и потом свалит. Волки, если они тебя загнали, как бы ты тоже можешь от них спрятаться в мусорный бак. Но они особо на тебя, ну, как бы долго тебя ждать не будут. Ну, типа, пасти сутки, короче, нет. Вот. Фрики, по-моему, тоже подбегут, посмотрят, типа, ты все, тебя нету, короче, бак покачает как-то, ну, не то чтобы прям покачает, потрутся возле бака,
И все, как бы. Самый жесткий будет долго ждать медведь. Медведь будет доебывать. Орду на Мишку натравливал. Ну и кто кого? Ну, по-любому Орда, конечно. У медведя не столько дури, сколько у Орды. Они тупо его массой, да, наверное, запинали просто тапками. Не, ну Мишка может жопой танковать неплохо вообще. Я тут с одним подрался, я не знаю, у него глаза были красные. Но самый жесткий медведь это когда он весь такой в колючей проволоке замотанный, прямо вообще разъяренный. Ты же слышал мотоцикл. Вот, я о чем-то что. Орда задавила. Жопа отмерзла. А не шататься тут как придурки. Вдруг упокоители. И мы типа вдвоем с ними справимся? Если первыми нападем... Да сейчас тебе. Мы тоже так думали. У них лагерь надо прям зачистить, да? Брат Эдди. Пошли в патруль. Вот тут прямо. Держались в тени. Ночь была, но луна светила ярко. А упокоители всегда по ночам вылезали. Сначала мы их услышали. Они визжали, как фрики. Реально, вот как черти адовы. Сейчас просто я подкрадусь. Мы разглядели четверых. Что за... Ну, привет. Вот ты где. Все, я вспомнил фишку задания. Надо же взять какие-то ингредиенты, украсть из лагеря. Все, я понял. Главное, да, пройти к лагерю Лост Лейк. Я никого не трону, да. Это у нас будет дружественный лагерь, но пока он типа почти враждебный. Все лагеря будешь тут качать. Я буду, короче говоря, все делать задания, которые мне даются. Вообще, вообще все, что есть. Насколько получится, так и прокачается. Я, в принципе, в прошлый раз также проходил. Просто все побочки, которые есть, вот, то есть, допустим, карту открываешь, вот есть задание, да? Чик-чик-чик, короче говоря. Ну вот. Ну тут телка была, короче, с камнем потрещать, она исчезла. Ну не суть. Все, что появляется, я сначала делаю побочки там или тут, короче говоря, а потом уже бегу на основные задания. Побочки тоже будут, короче говоря. Вот я о чем. А упокоители всегда по ночам вылезают. Сначала мы их услышали. Они визжали, как фрики. Реально, вот как черти адовы. Жуть просто. Мы разглядели четверых. Как они, блин, не видят персонажа, да, в кустах? Он полтуловки торчит. Но пули их не останавливали. Они бежали и бежали. В некоторых кустах он неплохо прячется. Вот не видно будет. Некоторые кусты короткие. Прыгнули прямо на него, и я выстрелил. Выстрелил? Да, я убил его. Я думаю, тут бы не хватило, ну, было бы прикольно, если была бы возможность, как Last of Us второй части, плашмя ложиться в траву. Типа, мелкая трава, хлоп, плашмя лег, а то спалят. Кстати, я на повышенной сложности играл Last of Us вторую часть. Вот там искусственный интеллект отлично сделан. Дикон у нас плавать не умеет, да? Похер, вброд перейдем. Что за черт? Там что-то есть? Не-не-не, вы ничего не видели. Я сама ночь просто. Спалился. Я думал, я на камыш похож. Прям лилия просто, плыл по воде. Я вот не помню, что там у нас. Или на средней, или чуть выше средней, я не помню. Можно посмотреть просто по первому стриму. Тут же, наверное, хер напишется где. Игровой процесс. Средняя сложность. Чего ты меня сюда А мы можем чуть посильнее поставить? Просто средний. Заебись. А у меня типа сложности сильной нету, что ли? Ну, как бы посложнее. Было бы прикольно прям в игре менять. Ну, типа не тащишь. Поменьше поставил. Пока вот ничего сложного не вижу. Можно было бы и поднять немножечко планку. Ну, такая, чтобы, знаешь, не жоподерная была. Геймплейная сессия. Так и чё, вот как их проходить-то? Прям по вот этой тропинке надо идти. В воду они меня палят. Они даже не пытались прятаться от пуль, но пули их не останавливали.
Они бежали. Вот этот же чувак, наверное, не уйдет отсюда никогда. Чтобы его добить. Надо было крикнуть ему, чтобы уходил. Хлороформа у меня вроде с собой нету. Ну, типа как в операции И. Да, я убил Типа, его. вы не подскажете, Они сколько рвали его градусов на ниже куски, нуля? эти Хуяка? чертовы фрики. Тряпочку Я на выстрелил, а морду. потом побежал. Короче, к упокоителю можно лезть разве что гуртом. Что за трава такая? Ладно, давай в камышах его подождем. Вдруг свалит. Бросить камень. Ну как? Как детки в школу. Это камень. Что это было? Эй, это камень. Ну, они все, как обычно, знаешь. Как умственно отсталый. Камень, я пойду посмотрю. Надо его было, кстати, не там кидать. Иди туда. Это что, камень? Нет, конечно. Тут что-то есть. Что там у тебя? Тогда в обход. Когда в патруле скучно, это хорошо. Ты куда потом? Эй, как дела? Отоспаться попробую. Там кто-то Эта был. девка новая, Лиза или как ее там. Короче, все время плачет. Первое время я из-за нее вообще уснуть не мог. Да похер вообще. Такое. Ее ж водище нашли. Че ты хочешь-то? Мне кажется, месяца не пройдет, как мы ее отсюда Такой выставим. тупняк Майк этого вообще. не допустит. Да Майк не заметит, он Ну, они месяц сидит, слепые, это глухие, забыл да. про неё. Такую забудешь. Она и правда все время. Все такие, что? Кто это? Кто это? Что это? И никто ничего не делает вообще. Похер все. Это был камень. Это был камень. О май гад. Самый настоящий камень. Тут что-то есть. Ну, ни хрена себе. Чокнутыми уродами, которые Привет. сами себя режут. Как можно доверять Это таким был тварям? камень. О, черт. Не фрики, они люди. Я бы поспорил. Шиза прав. Эти уроды понимают только... Как черепашка-ниндзя просто Начнем катаюсь. разводить с ними дипломатию, как в ООН. Они сразу решат, что мы слабаки. Охранники сраные. Просто спиной сидят ко мне и все. Че? А. Старое сообщение. Так. О май гад, это был камень. В обход, короче говоря. Я что-то видел. Есть там кто-нибудь? Людей не просто напали. Черт. У Джо Железный шрамы на Майк всей и голове, как будто с Шиза. него хотели снять скальп. Ну, попал. А погибшие? Их раскромсали, Майк. Там кто-то был. Раскромсали. Про Шиза тоже неплохо линейка прописана. Я не Квестов. хотел, чтобы что-то досталось фрикам. Реймонд. Это Карлос, и ты это знаешь. Надо ударить по ним, иначе они нас... Реймонд. Шиза, хватит. Прекрати уже. Да и все, сейчас, в принципе, так доберусь. Да. Следующий отряд. А после него... Эм, Карлос уже продвигается на Кэмп Роук, на Кэмп Пайонир. Вот в этом лагере, вот здесь можно будет, по-моему, байк максимально прокачать. Я слышал по радио «Свободный Орегон». На них напали упокоители. Ты теперь слушаешь этого психа Коупленда? Всех не всех. Сколько у нас, по-моему, Упокоители с тесаком от нормального человека. раз, два, три. У нас еще 4 или 5 лагерей всего в игре. Что вообще ни разу не заметили. Я сама ночь просто. Их здесь нет. Можешь зайти, убедиться сам. У меня лоб из кустов торчит просто полбашки, и они просто проходят мимо, ничего не видят. Никто ничего не видит. Замечательно. Это здесь. Надо только пробраться внутрь. С этими людьми я поговорю сам. Их разговор я обязательно должен был услышать. У меня по скрипту и базар дико тоже прошел. А ты хочешь к ним подкатить? Или так фантазируешь? Ну, нож у него волшебный. Не так уж Машины трудно. скрывает, все замки открывает. Похер дым вообще. Че там? Вот это надо взять. Ну и другого тут я уже явно не утащу. Потом еще надо будет к Бухаре вернуться. Твою ж. Привет, Рики, Эдди. Я
Уже ухожу, так что если вы меня А вот это вот, пропустите- вот эта вот баба, которая вторая, темнокожая, она похожа на Мишон из «Ходячих мертвецов». Это Тихо, шаришься в тихо, моем нет, лазарете. А, ты меня застрелишь. Не, погоди, есть же кодекс, да? В бабу стрелять только в крайнем случае. Вот тебе случай. А, черт, слушайте, я все вам могу объяснить. Глянь, что в сумке. Что, Как теперь редиска наркотой расколется. торгуешь, когда ты привел девочку? Я думала, ты изменился. И явно ошиблась. Нет, у него тут не наркота. Что? Это антибиотики. Бухарю плохо. Заражение крови. Идти мне больше некуда. А как это с ним случилось? Без разницы. Я облажался. Тащи Бывает. его. Ну, веди его сюда. Нет, так нельзя. Еще как можно. Мне плевать, кто это, и плевать, что скажет Железный Майк. Если человек болен, ему надо помочь. Что-то у нее с правым глазом у нее что-то не то. Надо заботиться друг о друге. Мы — это все, что у нас есть. И теперь вдруг внезапно враждебный лагерь становится дружелюбным. я тебя подброшу. Куда нам ехать? Помнишь, на въезде в долину был небольшой лагерь? Да, помню. Тут идти-то 2 лаптя по карте, он буквально на гору Это, подняться. по-твоему, и всё. байк? Может, не такой крутой, как у намадов, но ездит. Садись. А чё он при первой встрече, когда девку ей впаривал, не сказал, ну, не предъявил ей за ее беспонтовый байк? Деловой тоже такой. Какой есть. Веришь ли, я был копом. В Фервале. Как она там? Девчонка, которую я привел, Лиза. Вот А в этом ты лагере меня отведёшь к научатся ней? с ордой драться. Нет, Не понял, Рики, что за дела? Почему нет? не могу, ее тут нет. Стоп, я что-то не понял. Куда она делась? Пару дней назад Шиза назначил ее в команду собирателей. Она и еще 3 ребят пошли в Кэмп Роук за припасами. Вернулись без нее. Ты хочешь сказать, они бросили ее? Бросили ее в водище? Никого они не бросали. Убежала она. Господи! Вот эта вот девчонка, которую мы спасли уже дважды, она еще с этого лагеря убежала. А дальше кто знает? Волки, фрики, упокоители. Выбирай на вкус. Конечно, Чем Шиза думал? конечно, Нахрена с ней, он послал ее с за ней припасами? возиться никто не будет, поэтому Все ее должны работать. особо и Так у не нас ищут. заведено, и ты это знаешь. Просто не верится. В Мэрион Форкс, где я ее нашел, она продержалась несколько лет. Да, 2. может, не надо было ее оттуда забирать? Плюс-минус 2 года она продержалась там. Кто здесь? А ну вали, пока я тебе башку не отстрелил. Это я. Стоп! Ну, по игре вообще девке вот этой вот мелкой очень сильно досталось, по сути. 2 года она прожила, ну, вот, бегая от фриков, прячась в доме. Потом ее упокоители поймали, лицо ей все исполосовали. В шрамах будет это по-любому. По разным лагерям ее Дикон таскает, она нигде прижиться не может. Потом еще опять удрала, мы еще будем ее искать. Ай, назад! Эй! Эй, привет, я Рики. Ты меня помнишь? Я год назад вместе с вами была. Рик. Да. В Тумула? Да, Это между Тумула и Лос-Лейк? да, да. Подожди. Ты вспомнил, как себя чувствуешь? Бухарь, ничего? Да, зашибись. Да, он там весь потом И истекает. все равно ты не Дурно имел ему. никакого права нас грабить. Прикалываешься? Ты его руку видела? Что мне было делать? Ну, не знаю. Попросить по-хорошему. Господи, тоже мне грозные байкеры. Самые крутые намады на все одище. И вот приползли на брюхе к Майку. А, стоп! Если вас впустят. Короче, Аргумент. ведем пока его к Эдди.
Пошли. Давай, встаем. Руки убери. Рики. Ну да, Рики. Я же думал, мы пешком сейчас потыкаем. Давай, лысый, садись, что ты? Стоп, а мы вообще куда? Эдди сказала, она посмотрит твою руку, попробует тебя подлечить. Что? Нет! Нет, не поеду я ни в какой лагерь. Начинается. Нахрен мне это надо? Да и... Упертый баран. Это всего на несколько дней. Она даст тебе какие-нибудь лекарства, и потом... Нет. Сам знаешь, что там за жизнь. Да ты все перепутал. Это не Хот Спрингс, это Лост Лейк. Железный Майк, помнишь его? Железный Майк? Кстати, секунду. В зараженных зонах где-то вот тут тусуется. Можно будет потом сюда сходить. А, так это в городе. Да, это город. В городе там гнезда. Он хотел нас убить. Ты сказал... Это было давно. Они отстроились. Теперь там больше народу. И все они там подохнут. К тому времени нас уже там не будет. Там единственный врач на всю округу. Давай, Эдди, кто быстрей. она тебе поможет. Подрифтуем. Только на пару дней. А потом уедем отсюда к черту. На север. Как ты сказал, надо убраться отсюда подальше. Да, да, поедем на север. Даже следы от колес Оставим все это остаются. в прошлом. Прикольно. Я даже помню, однажды потерялся в этом лагере, но тут он какой-то очень странно запутанный. Ну, в общем, мне бы лучше вернуться к пациенту. За ним присмотр нужен. Чё, слилась? Логично. Да, ты сечешь. А сколько это? Ну, в смысле, сколько его лечить? В смысле, надолго ли ты застрял? У нас есть антибиотики, но их мало. Если Майк вас оставит, у твоего друга есть шанс. Да-да. Пройти с Так что реки. случилось? Как он так руку обжег? Мы нарвались на упокоителей к югу от Балнапа. Им не понравились его татухи. Господи. Ему упокоители руку прижгли не потому, что им татухи не понравились, а потому что они просто двинутые нахрен идиоты. Слышала, что они проделывают такое с собой, но не с теми, Да, кого они же пытаются там завербовать. себя жгут, режут, там вообще у них полностью хотели отсутствует понятие боли, наверное, как таковой. У них там типа, наверное, Ну, лучше бы боль Такер это тоже с ними договорилась, как путь Майк. в Альгалу. Рики, но он не понимает. Карлос не будет соблюдать никакой договор. Это все уловка. Но Майк этого не видит. Он видит больше, чем ты думаешь. Ты ведь человек не потерянный, просто душишь голос сердца. Спасибо тебе за поддержку. Что дамочка идет в разные стороны, ее мотыляет. Я так понимаю, к начальнику лагеря пришли. Вообще нельзя верить. Эдди размазня. Майк, мы едва кормим тех, от кого есть хоть какая-то польза. Куда нам еще этого коллега? Он не коллега, он может работать, он... Им просто надо дать пинка. Нет, пацан. Майк, разве мы такие? Охренеть, ну ты даешь. А ты? Неужели надоело быть шестеркой у Такера? Реймонд, хватит! Не зови меня так. В жопу достал. Ну все, Видишь? хватит! Видишь? Ты знаешь, что это за хрен и на что он Ты способен? успокойся, а ты убери-ка пушку. Убери пушку, крошка. Майк, это ведь Я он привел ту знаю, девочку. я знаю. И да, я знаю, что он за человек и что он сделал. Он не хуже, чем ты.
Или Рики. И не хуже меня. Мы все пожили свое водище. И всякого дерьма там успели наворотить. Дед нормально разговаривает. Стоп, минуточку. А Шиза мудак. Я прошу лишь несколько дней и антибиотики. Тут дело не в антибиотиках. Сделаю, что скажете. Им просто люди нужны адекватные. Как решите, я согласен. Горстка лекарств, как бы, дело не в этом. Все, пошли. Все справедливо так-то. Баш на баш. Я тебе не верю. Не начинай. Не хочешь, не надо, никто не заставляет. Так это ты их привела. Привела. Скажешь тоже. Бухарю помощь нужна. Этот хер ограбил лазарет. Кстати, замок там очень ненадежный. Рики сказала, ты больше не работаешь на Такер. Ты прислал ту девочку сюда? Прости, что я тогда соврал тебе насчет Такер. Не, Сколько ну, вы уже... хоть между лагерями разная сумма твоих накоплений, как бы, ну, куплен, да, одни бабки твои, у Такера другие, как бы, тут вот в этом лагере будут третьи, как бы, но все равно в чем прикольно, то что, ну, как бы ты можешь со всеми лагерями сотрудничать, и никто тебе соседний лагерь ничего не скажет, как бы. Ну, типа, ты на них работаешь, мы тебе вообще ничего не продадим. Такого нет, это хорошо. Китаетесь, ты и Билл. Не знаю. Как-то теряешь счет времени. Если люди не начнут обживаться на месте и вести хозяйство, к следующей весне уже никого из нас не останется. Если ты разрешишь нам переждать здесь, пока Бухарь не поправится, я готов браться за любую работу. Просто я хочу, чтобы ты знал, как только он поправится, мы соберем припасы, снаряжение и поедем на север. На Ну, север? прям мечта Там есть какая-то. лагерь Идея рядом со фикс Смитрок. просто. Бухарь Поехать там на никогда не бывал, север. а здесь Обязательно. Слишком много воспоминаний. Пора начать все заново. С чистого листа? Ну да, понимаю. Ладно, а теперь иди не маячь перед глазами. Мне надо подумать. То иди, Ладно, Майк, то не как иди. скажешь. Если что будет нужно, пусть Рики со мной свяжется. Все, надо ближе. Ага. Лагерь Железного Майка уже немножко доверия просто так мне насыпали. Какие-то обновились некоторые сюжетные линии. Пора в дорогу. Ну, наклейки, деталь какая-то. Тоже наклейки. Арбалет Намада еще один, что ли? $250 у меня есть в этом лагере. Я, конечно, ничего такого особого не собирал, но давай посмотрим, что у них вообще в принципе есть. Патроны, пушки. Что полезно. Конечно, на $250 слушай, особо хочу не спросить. разгуляешься. Я слышала, как ты приехал тем вечером с Рикки. И Ага. кто с тобой был? Бухарь. Так, Его вот у зовут них Уильям. уже винтовочки есть Я хорошие. всегда звал его Бухарем. Не спрашивай, почему. Короче, Третий уровень ты доверия скажи, лагеря. все нормально будет. А то я видела его в лазарете. Выглядит хреново. Ну, остальное, в Он принципе, поправится. тут только Его винтовку покупать. подштопают, и мы поедем на север. Вот. Так что не волнуйся, ладно? Так, хорошо. Винтовку мы возьмем. В этом лагере не хватает на патроны. Арбалет Намада, ну. Ну ладно. Да. Так, и давай посмотрим, что у нас у механика вообще. Тихо. Стой. Так, трофеи. Что-то Если нужно. есть какие-нибудь, продадим. Слушай, Блин, это не ничего мое нет. дело, но мне сказали, что ты вернулся. Завершить Не разговор. думал, что это случится. Не о чем мне с ним разговаривать. Да-да-да, пока. Так. Вот механик. Чего тебе? Привет.
Движок, вот, опять же. Мы двигатель тут можем прокачать. Ну и все остальное. Вот. Бам-бам-бам-бам-бам. И бензобак, наконец-то. 3-го уровня. По сравнению с... Ну, чуть-чуть. Запас топлива побольше. Ну, в общем, ладно. Тут и вилки можно купить даже. Красота какая. Ну, загляни позже. В общем, придется подольше потрачить на этот лагерь. Пока. Заправляться, ничего не надо, все отлично. По заданиям. Вот у нас есть тут зараженные. В принципе, патронов хватает. Давай дернем, почистим этих товарищей. А, это ты. Да, это я всего лишь. Не переживайте. Там вниз, по-моему, штук 6 будет. Секунду, сейчас открою. Кстати, глядишь, может быть и пила найдется. Меня кто-нибудь слышит? А, всего 3 Брайан, гнезда. это ты? Да, это Брайан. Наша рация еще при тебе. Хорошо. Я постараюсь помочь тебе выяснить насчет той женщины. Сара Уитакер. Я посадил ее на твой вертолет. Да, я знаю, ладно. Но сначала ты должен для меня кое-что сделать. Чего? Я тебе что-то должен? На твоей рации есть цифровой дисплей. Я отправлю тебе зашифрованное сообщение, координаты. Встретимся там. О, Брайан, ты чего там мутишь? Просто жди на месте. Меня будут сопровождать бойцы Неро, как и раньше. Смотри, чтобы тебя не увидели. Конец связи. Так, меня здесь только интересует лезвие. Блин, нету ни хрена. А чё ты? То кулаком ему треснул, то еще Дик, чем-то. это Такер. Заезжай, для тебя дело есть. О, сразу у Такер, всех привет. появились Ладно, для меня постараюсь. Конец куча связи. дел. Куча дел. Блин, ни одного леза. Почему? Почему они так редко встречаются? Прям дефицит какой-то. Жаль. Ну тут опять получается, что нам дали. Это у нас про Бухаря. Это у нас с Брайаном, то есть по стелс миссия. Потом у нас что? Еще у бабки появилась. Hot Springs. А здесь пропало. Странно. Но это задание не обязательное, белое, которое отмечается. Ёпа мать. Заболтался. То, что белым отмечается, задание прям не обязательное. Ну-ка, в объезд тут как-то вот так я смогу? Нет. Подожди. Точно. Я ведь не все гнезда в этом месте выжег. Надо еще тут кому-то помочь. А как ему помочь? Эй, старина. На помощь! Попозже. Умоляю! Оставшиеся гнезда. Спасите! Боже, помоги мне! Я Сейчас здесь поможем. умру! Помогите кто-нибудь! Как тебе? Трофей. Сейчас мы этого мужика в 3-й лагерь отправим. Не к Коупленду. В принципе, меня сейчас уже Коупленд этот мало интересует, потому что у него, ну, средние показатели.
для прокачки байка. Ты чё руками машешь? Ты ж хотел освободить. Все, Добби свободен. Кому-то нужна помощь. На помощь! Умоляю! Блядь, игра подзаглючила. Спасите! Боже, помоги мне! Хоть Я ты здесь чё умру! ты орёшь? Держись, держись. Помогите, я иду. В одиночку тебе не кто-нибудь! выжить. Я знаю один лагерь. Что? Лагерь? Что? Что? Есть лагерь? Какой лагерь? Где? Где? Покажи. Я пойду. Вот Спрингс, лагерь Железного Майка. Вот так. Иди к Опа. Лост Лейк. Спроси Рикки Патил. Она тебя впустит. О, спасибо. Спасибо. Черт, я думал, у меня Блин, я бы конец. хотел эти крики Мне- пропустить. Я бы сдох, понимаешь? Вообще не Большое ори. спасибо, я не... Как задолбал. Спасибо, спасибо. Вали отсюда уже. Да, скажи, это был Дикон Сент-Джон. Они меня знают. Держись подальше от дорог и беги. Беги. Ты теперь свободен. Это на улицу ход? Да. Так, а где гнезда искать тогда? Я думаю, что они все-таки в городе. Кстати, вот здесь можно еще пилу глянуть. Место плюс-минус подходящее. Нету. Может, там в амбаре. Ну а вдруг? У них навязчивая идея на юг уехать, у меня лезвие для этой... Для биты найти. Нету. Ну и ладно. Я прям тут остановлюсь. Будем искать и лезвие заодно, и гнезда. Чую по запаху. Угу. Гнездо где-то рядом. Еще одно гнездо. Сожжем и его. О, выбежали тут они. Так, как бы его спалить-то тут поудачней? Стой. Ремонт. Не то. Вот то. Давай, давай, давай! До свидания. Спокойной ночи. И приятных снов. Найду тебе применение. Чтобы особо ресурсы не расходовать. Так, второе, по-моему, мне кажется, будет здесь, на втором этаже. Если тут можно подняться, то оно будет на втором. Нет? Но антураж подходящий.
Близко к гнезду он сразу скажет то, что вот оно. А, я тут только что был. В этих зданиях еще будет миссия. Вот, по-моему, подъем на второй этаж. Где-то здесь может быть гнездо. Да ладно. Облом какой-то. Где же их искать-то? Может, дальше? По карте ничего не понятно. Гнездо. Фух. Должно быть где-то здесь. Так а где? Фу, я чую гнездо. Оно где-то здесь. Бля, ну я-то не чую. Понятно, уже чую. Ну, вроде норм. Потом по городу здесь побегать можно будет найти уже этот какой лом там и все такое. Сейчас пока так почистим. Так, где-то все-таки еще должно же быть третье. Типа на втором этаже. Но тут нет второго этажа. Может быть, между домами можно как-то перебираться. Как забраться сюда? Вот так. Тут все стенки в дерьме. Тихо, какой фугас, ты чё? Обойдутся без фугаса. Жирно будет. Есть. Нормально. И железному майку доверия. Всё. Окей. Это последнее. Теперь поспокойнее будет на дороге. Ну, не то чтобы очень. Тут еще полно зомбарей, кстати. Чё ты не убиваешься? Все патроны мимо. Так, дело не пойдет. Лом. Лом. Так, давай мы, короче, восстанавливаем все ресурсы. В принципе, что тут еще делать, да, в этом городе? Потом меня обязательно сюда притащат.
можно, в принципе, обратно в лагерь возвращаться, либо бежать по побочкам. Просто потом, когда тут миссия какая-нибудь будет, и будет, по-моему, и даже если я не ошибаюсь, не одна тут миссия. Вот. Ага. Просто может ресурсов не остаться. Поэтому так, лайтовенько надо сюда подойти. Кое-что пособирать. А остальное оставить. Все, возвращаемся к байку. На этом будем на сегодня закругляться. Потому что побочных миссий накидали и так далее уже. Не успеваю. Но следующий стрим как раз и начнем с того, что будем проходить побочные сначала задания. А потом все остальное. Вот. Ладно. Поэтому сохраняемся, выходим, как обычно. Все. Всем спасибо за просмотр, за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока.